Отлично слышно. Кристина, благодарю. Сейчас буду транслировать экран. Маша, а ты, пожалуйста, как-то проследи, чтобы именно мой экран докладчика, получается, транслировался. Докладчик. Так, готовила презентацию. Приветствую вас на эфире модного дома Delays. Мы создаем по-прежнему искусство в мире моды. Мы еще здесь, мы делаем свою работу. Сегодня подробнее расскажем вам о тех изменениях, которые непосредственно происходят сейчас и в нашем проекте в том числе. И в целом поговорим про творчество. Вот. Я надеюсь, что вы хорошо проведете время, завариваете кофеек, чаек и давайте начинать. Я представлюсь, возможно, кто-то будет записи смотреть, возможно, кто-то меня не знает. Меня зовут Анжелика, мою маму Раиса Демидова. Она поистине просто гениальный творец и мастер по вязанию. Я думаю, что кто уже ознакомился с нашими работами, тот точно именно так может ее характеризовать. Творец. Наша миссия — это популяризировать вязание и вписать в историю моды наш кружевной стиль. Да. Также, что хочется отметить, что наша миссия, она и в том, чтобы мы расширились, да, в плане не то, что там просто там вязание крючком, а еще и в объединении, как в кружеве, в технике ирландского кружева. Есть такой момент, что вы сначала создаете мотивы по отдельности, а потом эти все мотивы соединяются определенными там сеточками. Мне кажется, в этой философии есть и наш какой-то такой момент, что мы так, что перевернулся. Есть такой момент, что мы тоже, как это кружево, собирались по кусочкам. Раньше это были вот такие где-то тут мотивчик, а сейчас мы идем к тому, что мы скоро будем таким одним единым связанным полотном. Сегодняшний эфир — это диалог с вами, которого нам очень не хватало на протяжении последних месяцев. Мы достаточно много работали, потому что, во-первых, все изменения в интернет-индустрии, да, и возможность того, что вот все начало блокироваться, мы в какой-то степени потеряли с вами контакт, связь. И вот что точно я для себя поняла, что как же ценно общение с людьми. И как сильно социальные сети повлияли на бизнесы, особенно на такие проекты, как наш с мамой. Это микро даже, это не маленький бизнес, это микробизнес, где именно один человек, творец, решил пойти по своему пути творческому и создавать изделия. И его поддержали люди. Да? Сначала, может быть, эта поддержка была не такой явной, ну, началась она с меня. Я помогла маме на ее пути творческом, и сейчас постепенно, по чуть-чуть вы все к нам присоединяетесь, вы проходите наши мастер-классы, вы вяжете, у вас получается, и это тот самый момент, когда мы вот собирали вот вас по крупицам. Поэтому сегодня я хочу открыть этот диалог с вами. Во-первых, мы ведем социальные сети. Причем мы ведем очень много социальных сетей. Мы ведем Рутюб, но, к сожалению, почти последние вот 2 недели туда не грузятся видеоролики. Я не знаю, что случилось с этим хостингом, но вот такая проблема наблюдается. Пока я не знаю, смогу ли я загрузить эту запись на Рутюб. Возможно, придется на Яндекс просто диск ее записать и вам скинуть. Мы также ведем YouTube, если у вас есть возможность, потому что я знаю, что нас смотрят за рубежа, достаточно много мастеров именно за рубежа изучают наши мастер-классы. Также мы ведем ВКонтакте, и мы приняли для себя решение, что мы не будем в разных социальных сетях
кардинально вести разные посты, да, то есть разные видео снимать, фото и так далее. Мы практически в каждой социальной сети ведем один и тот же контент. Поэтому если вы подпишетесь на любой социальной сети и будете там нас смотреть, читать, то вы не пропустите ничего важного. Мы ведем ТикТок. Кстати, совсем недавно его завели в декабре прошлого года, и уже активно он начал развиваться, там уже больше 3000 подписчиков. Мы ведем Одноклассники, представляете? То есть, если вы сидите в Одноклассниках, вы также можете подписаться. Причем мы там группу ведем именно от странички Раисы Петровны. Она не так часто туда появляется, но если она туда заходит, то она может даже лично вам ответить. Мы ведем по-прежнему Инстаграм, который запрещен в Российской Федерации. Я искренне очень люблю эту социальную сеть. Я когда-то вела очень много аккаунтов, я была SMM-менеджером, и мы все еще там, такая мировая площадка. Мы продолжаем вести Телеграм. Возможно, мы не так много сейчас я записываю кружочков, потому что, честно, я не понимаю, сколько людей еще осталось там, насколько у кого есть доступ к этой площадке. У меня этот доступ не всегда бывает. То есть вот эти все сторонние средства, которые мы используем, чтобы туда зайти, да, они тоже у меня не очень хорошо бывает работают. И самое главное, мы ведем Pinterest. На самом-то деле это такая площадка для меня самая для вдохновения лучшая, которая только есть из всех социальных сетей. Там тоже можно на нас подписаться, и вы тогда будете видеть все наши пины. Я думаю, что в дальнейшем у меня сейчас есть план, мы будем туда больше и чаще постить. И, возможно, кстати, вот именно там будет больше контента, чем где-либо в других социальных сетях. Также еще раз хочу напомнить, что есть ТикТок. Он сейчас работает в формате вот этих всех видео удобных. Может быть, в ВК не так удобно, в Рутюбе тоже бывает не загружаются ролики, но вот если нужна альтернатива Нельзяграмму, то вот есть ТикТок. И также, если вам нужна связь с нами, у нас есть почта, рабочая почта, мы всегда там отвечаем. Можете написать нам на почту. Про телеграм-канал. Мы будем продолжать его вести, потому что также у нас есть люди, которые за рубежа нас смотрят, и там телеграм доступен в доступе, еще есть, поэтому мы также будем проводить в последний четверг месяца прямой эфир по итогам этого месяца. И вообще, в целом, я думаю, что мы чаще будем проводить с вами такие прямые эфиры, если вы хотите на них попадать. Можете даже вот, например, когда пишете «хочу на эфир», можете поставить в какую-то галочку, что типа регулярно можете меня оповещать, да, чтобы мы знали, мы сохраним ваши почты и будем там, когда у нас будут прямые эфиры, там за сутки, за двое предупреждать. Но чаще всего мы это в социальных сетях где-то транслируем, и за час до эфира будем вот так присылать ссылочку, также в Zoom. В тревожное время важно искать опоры. Я послушала несколько лекций от психолога, потому что думаю, что в целом сейчас такое турбулентное время и очень много изменений экономических и различных других происходит и ограничений, и блокировок, и это создает тревогу. Причем, знаете, такая тревога, что вот происходит какой-то определенный удар по твоему обычному укладу жизни. Даже общение в мессенджере со своими родственниками или с группой с девочками по вязанию тоже считается как для вас что-то привычное и обыденное. И тут происходит, ну, то есть резко это убирается из вашей жизни. Это точно влияет на психику, да, то есть чего-то нет, чего-то привычного, чего-то опорного, то, на что раньше была опора, она исчезает. И важно в это время, достаточно тревожное время, когда есть какой-то удар происходит, еще не успеваешь от него оклематься, тут следующий, и следующий, и следующий, и следующий, и так, начиная с 2020 года, примерно мы живем вот в этом цикле. Но вот в этом году как-то как будто все супер ускоренно идет. Я думаю, что все будет хорошо, мы это переживем. И более того, я даже понимаю, на что конкретно, вот, например, мы с Раисой точно будем делать упор в это время.
Это точно мы будем делать упор на семью, да, проводите время с близкими. Налаживайте контакты, если они у вас не налажены, потому что все-таки, даже если это может быть не кровные родственники, может быть, вот есть люди, друзья, как часть, да, вот вашей семьи, то, пожалуйста, проводите время с близкими. Чаще гуляйте с ними. Сейчас, тем более, весна началась. Я думаю, что прекрасное время выговариваться, не держать в себе, не копить, и проводить больше времени в теплых объятиях, в теплых моментах. Также мы будем искать опору в своем доме. Очень рекомендую всем сделать весеннюю уборку, потому что дом ваш, я уверена, задышит, пространство появится, а еще самое важное, появится ощущение контроля хоть над чем-то, да, то есть если вы не все властны остановить блокировку или какие-то там законы, то хотя бы нужно вернуть власти и вернуть себе опоры там, где вы властны что-то делать, да, над своей жизнью. Например, уборка дома, перестановка какая-то, освежение, ну, какой-то свежести, да, добавить в доме, например, купить цветов. Я думаю, что особенно в весеннюю пору хочется открыть окна, помыть окна и сделать, ну, что-то такое для своего дома, да, чтобы пространство наполнилось, чтобы у вас было больше приятных впечатлений, когда будете возвращаться в свой дом. Ведь дом — это ваша крепость, а здесь вы наполняетесь силами. И то, в чем мы будем в большей степени, я думаю, с Раисой Петровной искать эти опоры, это в творчестве, потому что именно в творчестве мы всегда ищем опору. Последние, особенно 10 лет. Хочется поделиться, ты такой фрагмент вязания. Кто у нас уже есть на пространстве в нашей платформе, тот мог видеть эти кадры. Раиса Петровна активно ведет свою страничку личную и показывает там процесс вязания кардигана из шерсти. И в трудное время для моей мамы, Раисы Петровны, она нашла опору именно в творчестве. И сегодня мне бы хотелось с вами поговорить именно об этом. Послушав лекции от психолога, я очень интересную для себя нашла такую мысль, что хорошо держать опору в своей самоидентичности. Что это значит? В своих умениях и навыках. То есть то, что у вас невозможно отнять, то, на что вы способны, то, что вы можете делать в этой жизни. И когда человек принимает опору в своем самоидентичности, да, в себе, по сути, то появляется ощущение большего контроля над этой жизнью, потому что он понимает, над чем он властен. Да? Он властен создать это, сделать это и так далее. И вот в трудное время, 10 лет назад, кстати, это было, моя мама именно в творчестве нашла для себя эту опору. Не очень хочется сейчас вдаваться в подробности этой слезливой истории. Мы не хотим делать на этом пиар, но хочется вам как бы подсветить, что в трудные времена возможно находить эти опоры внутри себя, да, например, в своих навыках и своих умениях. И у нее была такая мечта сделать свадебное платье, и она ее на это платье создала. Это был очень долгий, трудоемкий, невероятный путь. И вот сейчас я пытаюсь вспомнить, по-моему, где-то, а, а, по-моему, полгода она только, вернее так, она вязала эти мотивы, и за 6 месяцев она связала это платье, а примерно 2 месяца она потратила только на то, чтобы перекладывать мотивы. Понимаете, да? То есть она искала тот самый рисунок, который она хочет создать в этом платье, в этом произведении искусства. 2 месяца человек был в поиске, и потом уже была создана вся эта картина. Она мечтала связать это свадебное платье, и она его связала. Она нашла опору именно в этом.
И это было замечено. То есть ее труд был замечен, и у нас прошла такая фотосессия. Ее пригласили даже, можно сказать, провести эту фотосессию, потому что мимо такого невероятного шедевра пройти не могли. Особенно, ну вот у нас был очень популярный на тот момент журнал «Свадьба». Они выставки разные устраивали, и тут со всей России съезжались на эту выставку. Они были такие трендсеттеры именно этого направления. И, конечно, свадебное платье, оно попало на обложку дважды а, этого журнала, потому что, конечно, мне кажется, такая красота не может не попасть на обложку. Это, кстати, кадры у нас есть на нашем YouTube-канале. Я их еще нигде не показывала. Так в прямом эфире тоже нигде не показывала. Вы можете зайти на наш YouTube-канал и полюбоваться. Есть еще одно видео, хочу с вами им поделиться. Одна мастерица мне призналась при личном общении, что она регулярно пересматривает это видео, потому что оно ее очень сильно вдохновляет. В 2018 году Раиса Петровна провела свое первое дефиле. Внимание! На тот момент это прошло, получается, всего лишь 2 года, как она начала активно вязать в технике ирландского кружева. То есть, если раньше это могло быть такое более-менее знакомство, то на тот момент, да, это уже было вот всего лишь 2 года. Она создала 3 платья, один жакет и, получается, 3 коктейльных платья, один жакет и одно свадебное платье за 2 года. Представляете? То есть это же просто какая-то невероятная скорость. И вот именно это видео мастерица мне призналась, что она его регулярно смотрит, потому что оно ее сильно вдохновляет. И когда я ей призналась, что вот этот результат был достигнут за такой короткий срок, она еще сильнее сказала мне так, надо пересмотреть, потому что действительно это поражает. И это мероприятие мы провели в небольшом городе. Возможно, сейчас мы понимаем, что, конечно, там это не такой великий масштаб, но для человека, который просто вязал для себя, вязал для того, чтобы найти в этом творчестве для себя желание жить, желание создавать, творить и просто вот двигаться утром, просыпаться и что-то делать, тогда для нас это было что-то невероятное. То есть это был, во-первых, очень большой скачок и понимание того, что ну, один человек способен на невозможный результат, потому что это реально казалось просто невозможно. Кстати, тот самый жакет, который сейчас уже по всему миру вяжут, представляете, сколько уже жакетов, не знаю, мне кажется, за 200 или 300 жакетов уже точно идет счет, и как же здорово, что вот тогда для нее это было просто изделие, которое она хотела воплотить. Просто, м, про- просто порыв творчества, просто вдохновение. И сейчас этот порыв, да, вдохновляет других мастеров создавать свои шедевры. Я вам в конце прямого эфира покажу готовые изделия, мастеров. У нас уже целая копилка, но, правда, не все смогу показать, то тогда бы эфир нужно было посвятить только готовым изделиям, их очень-очень много. И это говорит о том, что человек способен на многое, особенно когда он находит эту опору внутри себя. И в такое тревожное время я считаю, что именно важно найти эту опору. Она нашла, и она не только нашла для себя опору, я думаю, что она даже создала для многих из вас опору. Я знаю историю мастериц, когда они делились тем, что именно вязание их вытащило из трудного периода в жизни. Честно, прям некоторые разговоры, это были созвоны, они прям до слез могли доводить, потому что ты понимаешь, что человек делится таким очень сокровенным моментом своей жизни, когда что-то там не получалось, и вот вязание смогло действительно как-то вытащить тебя вот из этого мира, где ты был вот в такой каморке, соединить тебя с миром творческих, классных женщин, которые создают, которые творят, и
у которых, может быть, не всегда все гладко получается, не всегда все идеально. Да это и не важно. Главное, что просто процесс есть, и он идет. Сейчас она также продолжает опираться на умение создавать и творить. На данный момент она снимает и очень активно монтирует следующие уроки, кстати, для МК-мастера. Так, у нас тут надо выключить, наверное, возможность рисовать случайно там. Машенька, я думаю, что случайно нажимают, и я не знаю, как это поправить, так как я не организатор. Сейчас попробуем. Так, вижу, что стирается. Спасибо. Надо как-то отключить эту функцию, а то могут следующие просто случайно рисовать. Ну, ничего страшного. А, подборка, делала ее в конце февраля. Просто небольшой фрагмент изделий, которые связали мастера вместе с нами. И каждый раз вот сегодня пересматривала готовые работы. Там такой классный отзыв нашла, большой, живой, такой прям душевный. Мне даже захотелось с вами им поделиться. Я в конце эфира им поделюсь, потому что а, ну вот он очень, знаете, когда именно женщины для женщин рассказывают, какой путь они проходят, с какими проблемами, возможно, мне кажется, только вот именно женщина ее и поймет, да, что я пробовала, пыталась, делала, перевязывала, создавала, делала, и в итоге получилось. Раиса Петровна делится своим творчеством на нашей платформе, своей личной страничке. Я сегодня подробно покажу, где она находится, чтобы, если что, вы могли на нее подписаться и не пропускали ее посты, фотографии, потому что вот этот контент, он уникальный. Мы его ни в каких социальных сетях не выкладываем. Она сейчас вот связалась, сняла и сразу же выставила туда. Она даже не присылает это нам или мне, чтобы я это выставила где-то в социальной сети. Поэтому, если хотите первыми видеть эту красоту, этот шедевр, то обязательно на нее подпишитесь там. Напоминаю, что мы создаем изделия в технике ирландского кружева, мы создаем манекены для вязания в технике ирландского или, в принципе, кружева, и также мы проводим мастер-классы онлайн. Про манекены. Небольшая такой анонс. На сегодняшний день у нас есть еще немного материала, который мы закупали еще в осенью по осенним ценам, поэтому цены еще вот актуальные, которые сейчас на сайте, но помните, что у вас есть очень весомая большая скидка, если вы у нас обучаетесь внутри мастер-класса. Если вы захотите манекен, пожалуйста, пишите нашему администратору на почту, в любые социальные сети. Пишите, у нас есть сайт, можно заполнить форму. Манекены сейчас делаем гораздо быстрее, потому что мы ушли от момента, когда мы партии брали много-много заказов и делали заказы, там, брали их раз в полгода. Сейчас мы берем на реализацию по 3-4 манекена в месяц максимум. То есть, поэтому, если вы хотите манекен, очень рекомендую вам писать уже нам, заказывать манекен, потому что у нас, я не знаю, сколько там примерно материалов, может, здесь Раиса Петровна будет, она может ответить какое количество, может быть, манекенов 12 материала осталось. И после того, как этот материал закончится, нам придется делать пересчет, потому что цены на материалы все растут. Соответственно, и на манекены придется делать пересчет, что я думаю, что вы понимаете. Поэтому, если вы хотите еще вот по этой цене, которая есть, обязательно заказывайте манекены. Там все виды манекенов, но лучше, конечно, ориентироваться сейчас на манекены по бедру, потому что манекены пол, классика, клеш, они достаточно будут дольше делаться, не в течение месяца, возможно, дольше. Если хотите прям быстро, то вот за месяц и манекен будет готов. Вот. Сайт оставим в описании к этому видео. Про наши мастер-классы. Возможно, сейчас будут смотреть эфир
те, кто давно, там, может быть, не приходили к нам и не знают, какие у нас новые мастер-классы появились. Короткий достаточно анонс будет, и далее я буду рассказывать про нашу платформу и как она устроена. Мастер-класс новичок. Вот, собственно говоря, я нахожусь в изделии воротничок, который именно связан по этим урокам прекрасным. Он включает в себя целых 17 видео на 11 часов. Постановка рук, 7 PDF-файлов с глоссарием, кстати, эскиз, мотивы, 7 мотивов изучаете в рамках этого мастер-класса, разбор нерегулярной сеточки. И внимание, здесь даже будут PDF-файлы с алгоритмом сеточки. То есть я такой ознакомительный фрагмент вам тут выявила, но на самом деле прям PDF-файл очень достаточно большой, чтобы вы прям поняли весь этот алгоритм и по этому алгоритму смогли связать свою сеточку нерегулярную и перестали ее бояться. Потому что этот мастер-класс он прям рассчитан для тех, кто хочет вот побороть страх нерегулярной сеточки. Там и сеточка на руках, и сеточка на планшете, и сеточка просто без связывания с другими мотивами, и сеточка в нерегулярная именно сборка. Посвящено этому целых 4 часа. То есть у вас нет шанса, что вы не поймете. 4 часа это достаточно много. И достаточно бюджетный этот мастер-класс. Он стоит от 990 рублей. Мастер-класс шапка. Я не думаю, что сейчас, конечно, актуально, но вдруг кто пропустил, у нас был такой классный мастер-класс в конце января. Состоит он из 9 видео, примерно суммарно на 4 часа, различные мотивы листьев кротона, стручок клевера и трилистник. И сборка, конечно, шапки. Удобная платформа. Кстати, вот именно шапка сейчас точно уже перенесена на нашу платформу. Стоимость мы будем с осени повышать, да, вот как она и была, 5300. Поэтому если вы сейчас хотите, может быть, готовить сани летом, то можете приобретать данный мастер-класс. Очень люблю эту шапку, проходила с нее конец зимы, все всегда просто с каким-то восторгом, столько комплиментов я для своей шапки еще никогда не получала. Вот. И, конечно, связанные уже шапки по итогу для всех. А, так, мастер-класс Маргаритки. Это мастер-класс из цветочков, разделен он на две части. Содержание 8 видео на 10 часов примерно. 6 мотивов изучаете, цветочки и листья кротона, и тунисскую сеточку в сборке именно на толстой пряже. Посмотрите, какая красота. Тунисская сеточка. Кстати, тунисская сеточка мне нравится в сборке гораздо больше, именно для толстой пряжи, потому что изделия получаются более плотные. Если вы используете сборкой иглой или нерегулярную сеточку, убедитесь, пожалуйста, что ну, изделие просто не растянется под весом, да, потому что мотивы достаточно все-таки тяжелые из толстой пряжи. Стоимость данного мастер-класса 10 990, либо можно приобрести его по частям, две части, это 5990 за часть. Мастер-класс «Толстушка». Фаворит вообще такой, прям много здесь собрано изделий, созданных благодаря данным мотивам. Состоит он из 27 видео, разделен на три части, суммарно на 12 часов. 17 PDF-файлов с фотоинструкцией подробной и схемами, 18 мотивов, сборка иглой. И также идет в подарок такая часть эскиз по бомберу и то, как вообще создать данный бомбер. То есть это как пример изделия, которое вы можете создать из этих мотивов. В целом этот мастер-класс, он больше рассчитан на ваш полет фантазии, то есть тут мы вас никак не ограничиваем в техническом задании, здесь вы сами создаете свои изделия. Стоимость данного мастер-класса 14 950 рублей. По частям, если приобретать, то это 4990 за часть. Результаты мастериц. Кто-то и бомбер связал, кто-то вот такую курточку, кто-то кардиганчик. Абсолютно со своей раскладкой, да. Мастер-класс «Свитер Лилия». Это уже раздел «Теплая Ирландия». Более сложные мотивы по сравнению с толстушкой. Состоит этот мастер-класс из 4 частей. 28 видео включает в себя 15 часов, которые суммарно идут, 15 схем
и 24 мотива вы изучаете во время прохождения этого мастер-класса. Конечно же, эскиз и точное техническое задание. Это достаточно большой мастер-класс, его можно проходить в течение 4-5 месяцев. Стоимость данного мастер-класса 27 300. Если по частям на 4 части, то за часть 6830 рублей. Авторское изделие в вашем гардеробе. Ну, я думаю, что сейчас, конечно, теплая Ирландия немножко отойдет в сторонку, потому что близится к лето и хочется вязать больше из хлопка. Но, может быть, вы присмотритесь к этому мастер-классу на осень. Мой фаворит, мое самое любимое изделие из всех — это мастер-класс Болеро. Состоит он из 6 частей, 43 видео, очень подробный мастер-класс, 11, ой, так это из другого, 28 PDF-файлов, и примерно он выходит у нас, по-моему, на 30, на 40, по-моему, на 40 часов. Техническое задание, вот тут внимание, техническое задание проработано от 42 до 58 размера. То есть это точное количество мотивов на каждый размер. 27 мотивов вы изучаете в рамках данного мастер-класса. И стоимость сейчас со скидкой 39 900 рублей. Можно оформить так же, как в рассрочку, можно купить по частям. Одна часть 6650. То есть постепенно проходите одну часть, прошли ее, покупаете вторую часть, проходите. В одной части где-то 6 уроков входит. То есть я думаю, что плюс там в самой первой части идет техническое задание, вы будете видеть, какое количество мотивов вам нужно связать для того, чтобы навязать, да, вот именно тот объем, на какое изделие, вернее, на какой размер вам он нужен. То есть, например, столько-то колечек, столько-то пуговок, столько-то цветочков, листочков и так далее. Также этот мастер-класс с 2021 года проходит мастерица. Кто-то видоизменяет болеро и делает из него кофточку такую интересную, а кто-то даже начинает зарабатывать на своем хобби, создавая данные изделия на заказ. Вот. Мастер-класс жакет — это просто основы ирландского кружева классического, именно вот в нем. Состоит он из 7 частей, он чуть больше, чем болеро, уроков на 7 где-то. Включает в себя, да, вот 53 видео, суммарно 44 часа. Создавали мы этот мастер-класс почти 1,5 года. Техническое задание также от 42 до 58 размера разработано. 36 PDF-файлов с фотоинструкцией, и в рамках этого мастер-класса 26 мотивов. А, Чем интересен этот мастер-класс? Здесь вы изучаете именно классическое вязание, вы можете увидеть, что тут есть такие классические завитки, которые вы могли видеть в разных журналах, но на самом деле они доработаны и сделана еще симметрия, то есть такого ам, такого материала в интернете в свободном доступе вы точно нигде не найдете, потому что это была авторская разработка, как переработать эти мотивы и сделать их еще и симметричными абсолютно друг к другу. Также в этом мастер-классе есть различный набор планочек, как с своеобразным вырезом, так и с вырезом под горлышко, как сделать молнию, как сделать пуговки. В общем, здесь собрано абсолютно все. Стоимость мастер-класса 44 700. Но сразу же хочу обозначить, что этот мастер-класс большинство людей проходит в течение года. То есть это не так, что вот вы сейчас в месяц вот отдаете такую сумму, и за месяц это все прошли. Нет, на самом деле этот мастер-класс очень трудоемкий, и чаще всего это вот вяжется изделие, первое изделие вяжется в течение года. В дальнейшем изделие вы можете вязать гораздо быстрее. То есть Раиса Петровна, например, такой объем жакета может осилить примерно за месяц. Да, то есть полностью самой связать, сделать раскладку, выровнять всю раскладку и создать все сеточкой, да, связать между собой в свободном, в таком спокойном темпе, не без супер суеты и спешки. Вот, вы можете для себя это как рассмотреть как такое хобби на целый год, может даже 1,5, в зависимости от того, как вы быстро вяжете. Стоимость по частям 6390 рублей. Результаты мастеров. Этот мастер-класс 2020 года со 2 апреля
мастера изучают по всему миру, как я уже сказала. Вот реально от Нью-Йорка до там и Мексика, и Камчатка, и Австралия уже. Даже в Китае один раз там наш мастер-класс покупали, то есть вот реально мастера со всего мира изучают этот мастер-класс. Сейчас мы работаем над мастер-классом кардиган. И, кстати, пока мы над ним работаем, стоимость на него еще прежняя остается. Но нам придется сделать пересчет уроков, потому что уроков оказалось больше, чем мы думали. Например, в данный момент Раиса довязывает сеточки, да, делает сборку и понимает о том, что есть нюансы именно с работой в шерсти, именно тонкой-тонкой шерсти. Поэтому урок по сеточкам будет даже не один, даже не два, а целых 3 урока. На данный момент, кто у нас уже приобретал МК Мастер, может быть, вы такой помните, именно 13-ю часть, кто дошел до 13-й части, у вас в личном кабинете на прошлой сейчас еще платформе в Тильде а, была такая, помните, там все еще уроки, кстати, в доступе. Там я добавила вам раздел «Сеточки шерсть». Вот кто именно его тогда купил. И, кстати, если вы его там не докупили, вы можете прямо сейчас оплатить, и мы добавим вам эту 13-ю часть. Там как раз будут эти уроки по сеточке. Сеточка, понимаю, нерегулярная сеточка из шерсти. Тут есть свои нюансы, поэтому нужен был целый урок. Нерегулярная тунисская сеточка из шерсти. Тунисская. И самая моя любимая — это нерегулярная чешуйчатая сеточка именно из шерсти. Такие тонкости этого искусства требуют большего вовлеченности, да, требуют вот в этой разжеванности материала, чтобы показали вот со всех сторон, не только как именно себя ведет сеточка из хлопка, да, а как себя ведет ниточка из шерсти, что она в себя какой у нее характер и как с ней, как ей управлять, чтобы она не управляла вами, и чтобы результат вас не разочаровал. Потому что, конечно, создать изделие из тонкой шерсти, кардиган, на мой взгляд, это прям шедеврально. То есть это прям шедевр, и это искусство, это искусство. Я открою вам небольшой секрет. Мы этот кардиган сейчас очень активно и быстро Раиса его вяжет, потому что совсем скоро мы его впервые презентуем на одной частной выставке за рубежом. Пока я не буду говорить всех-всех подробностей, но нам помогают наши партнеры, и это будет вот выставка на мировой, можно сказать, такой арене. Очень-очень волнительно, и я понимаю, насколько важен и нужен было это изделие, как то самое свадебное платье, потому что создать изделие из тонкой шерсти, я думаю, что вы понимаете, что это прям не просто труд, да, это надо прям очень-очень очень уметь это делать, да, потому что тут именно на шерсти видно все косяки сразу же. И если вы беретесь за такую работу, то вы прям профессионал, профессионал своего дела. Также хочется объявить о том, что мы продолжаем нашу работу. Сейчас мы постепенно будем создавать нашу платформу и хотим вернуться в наши марафоны. Совсем скоро будем проводить марафон по черной жилетке. Сформировали практически уже вот понимание технического задания, понимание, какое это будет, как это изделие упаковать, да, то есть личные кабинеты, сайт. Все будем сейчас в ускоренном формате дорабатывать, доделывать. И я думаю, что совсем скоро проведем марафон ознакомительный. И я думаю, что вы помните, те, кто у нас приходит на первый мастер-класс, на первый поток какого-либо изделия, то это самые вообще приятные цены. Это самый такой классный коллективчик, потому что вы проходите этот путь вместе с нами впервые. И
Конечно, будет куратор, сам автор изделия Олеся Трапезникова, мастер, которая связала эту прекрасную жилетку. А теперь давайте поговорим про платформу. Я сейчас вот зашла на нашу платформу с аккаунта просто вот no name, да, то есть вот если вы только-только зарегистрированы, ваша, э, ваша личная страничка выглядит вот так. Я хочу сегодня вам немного рассказать, как тут вообще все устроено, чтобы вы просто понимали, да, и не боялись, тут ничего страшного нету. Смотрите, здесь на самом деле все достаточно легко. Это наше пространство, которое мы будем с вами наполнять и делать его уютнее, потому что чем больше мы тут внесем сюда информации, чем больше мы будем рассказывать о том, как здесь нам быть и как здесь проводить данные эфиры, например, тем лучше обязательно будет для нас. Так, сейчас я вот себя вот так выведу на экран, чтобы меня было видно. Смотрите. Здесь есть ваша личная страница. Находится доступ к вашей личной странице вот здесь, в правом верхнем правом углу. Да? То есть вы заходите, здесь ваше имя, никнейм, который вот вы писали при регистрации, вот он такой маленький, ваше имя, ваша аватарка, и здесь есть еще вот такое поле, обложку, можно, например, загрузить. Вот сейчас прям с вами могу попробовать загрузить обложку. Например, возьму вязание сеточки от Раис, да. Вот просто здесь у нас была загрузить, да, обложку, выбираете из галереи и загружаете. То же самое будет на телефоне. Будет вот эта кнопочка «Загрузить», вы нажимаете, выбираете из галереи телефона и загружаете. Также абсолютно мы поступаем и с аватаркой. Я, правда, не готовилась, но, предположим, вот тут есть моя фотография, не знаю, как правильно она там встанет или нет, но лучше заранее фотографию подготовить и сделать ее квадратиком, потому что здесь он будет резать именно под квадрат. Так, что на меня? Тут очень важно, чтобы изображение было imagine, ну, то есть просто вот в формате вот этого именно изображения. То есть если я возьму сейчас, например, любую фотографию, так, ну вот, например, ладно, возьму вот такую фотографию, она должна загрузиться, вот. То есть здесь вы заполняете какую-то свою обложку, что хотите. Вязание, может быть разложенные мотивчики. А здесь свою аватарку. Желательно, конечно, чтобы там было видно ваше лицо, потому что хочется знать, с кем мы общаемся. Далее тут есть такое некое описание. То же самое, как, например, в Телеграме есть описание о вас. Вы можете написать здесь краткую биографию о себе, там, например, вы из Москвы или из Питера, может быть, вы с Америки, да, вы просто пишете там, например, я мастер из такого-то города, вяжу, например, с 5 лет. Это уже будет даже очень интересно, да, то есть в какой путь вы проходите с 5 лет, ничего себе, это достаточно долго. Здесь вы можете указать социальные сети, и вот здесь находится ваш уникальный никнейм. Этот никнейм можно писать своим именем, но, скорее всего, имена скоро быстро разберут, поэтому можете через тире написать еще свою фамилию, чтобы точно вас мы не потеряли. Далее, у нас здесь есть общая лента. Вот тут смотрим вот на эту графу. У нас есть здесь общая лента. Здесь появляются абсолютно все посты, которые были сделаны всеми пользователями, которые делают публикации в тех группах, в которых вы внутри состоите. То есть, если вы не будете состоять в этих внутри группах, вы не увидите эти посты. Это то же самое, как в социальной сети. То есть, вы подписались на какие-то аккаунты, и именно эти аккаунты, их посты вы будете видеть в своей ленте, абсолютно как в любой другой социальной сети. Здесь общая лента, здесь видно абсолютно все. Здесь можно увидеть, например, популярные посты, значит, им лайки ставили, да, и это они вывелись вот в такую графу популярные посты. Вы можете увидеть последние действия, когда там кто-то, например, делал какую-то публикацию.
Например, за там, 2 часа или примерно до эфира я сделала такую публикацию в пространстве. У нас есть определенные пространства с вами. Это пространство новости Delays, это готовые работы, это мастерская. Тут обратите внимание, тут есть замочек. Об этом я вам чуть позже расскажу. Здесь есть помощь и вопросы, и здесь есть техническая поддержка. Это пространство. Например, новости Delays. Здесь в самом начале я закрепила такое сообщение и вообще постараюсь вот в каждом этой группе, вот куда бы вы сюда не нажали, чтобы у вас было вот первым делом вот это сообщение, которое вам поясняет, что это за такой подраздел и что тут будет происходить, да, для чего. Например, пространство новости Delays. Смотрим. Здесь вы изучаете, да, вернее, как вы получаете последние актуальные новости о нашей студии, анонсы прямых эфиров и встреч, информацию о предстоящих событиях или мероприятиях. Например, мы будем проходить какой-нибудь оффлайн мастер-класс, и мы об этом здесь сообщим, или онлайн какой-нибудь мастер-класс. Важное объявление для сообщества мастеров. Далее, также здесь можно читать новости, комментировать и задавать вопросы. Это на самом деле достаточно просто. Когда вы присоединяетесь к этому пространству, то есть вам нужно подписаться на эти новости внутри этой социальной сети. Вы подписываетесь. Так, что-то он дает ошибку. Сейчас, наверное, мне нужно... Ох, так, вот я подписалась, и здесь я могу комментировать, оставлять любой комментарий, могу также сюда какую-то картинку присвоить, и также могу даже смайлики расставить. Так, есть какой-то вопрос. Где будут мастер-классы? Хороший вопрос. Мастер-классы будут как раз тоже вот здесь. Я чуть позже об этом расскажу. Очень важно вот про эти пространства объяснить вам. Смотрите, это такая реально социальная сеть для мастеров по вязанию. Я надеюсь, что как только мы устаканимся в ирландском кружеве, возможно, мы начнем щупать еще другие какие-то кружева и начнем как-то и тут развиваться. Но сейчас, конечно, мы себя позиционируем как студия ирландского кружева. Поэтому это будет такая глобальная сеть по ирландскому кружеву. Мы планируем перевести ее еще и на англоязычных пользователей, да, чтобы там, например, кто за рубежом и говорит только на английском, смог тоже регистрироваться, и все посты, все будем также дублировать и на английский язык. Что тут очень важно? Вы регистрируетесь, по сути, в таком официальном сообществе ирландского кружева, мировом. То есть мы уходим от рамок любых других там мессенджеров, социальных сетей. Все, то есть закончилось то, что мы живем в рамках другой платформы как и существуем по их правилам. Мы создаем здесь свои правила, свои возможности, и тут я надеюсь, что будет больше вот именно акцента на творчество, на объединение, на какие-то творческие проекты. Кто посмотрел уже формат регистрации, я снимала такое видео о том, как здесь зарегистрироваться. Если вы его не получили, напишите нам на почту, мы вам скинем инструкцию. Я даже там показала, как сделать, чтобы у вас иконка в телефоне появилась этого приложения, и чтобы вы могли просто вот по клику в телефоне, ну, зайти в это новое пространство. Вот, я не знаю, будет видно, нет? Вот, например, иконка телефон, да? То есть вы на него заходите, в эту иконку, и вы попадаете сразу в это пространство. То есть это не какой-то там сайт, который надо сохранить, где-то искать и так далее в вашем телефоне. Это может быть вот просто по одному нажатию. Здесь также будут и все мастер-классы, здесь будут все сайты, кстати, по нашим новым продуктам, здесь будут и сообщения, и чаты. Далее давайте об этом подробнее поговорим. Например, здесь, да, новости публикуются. Вот, например, я здесь сделала пост о том, что мы готовим каталог, и вот я как раз сидела, обрабатывала фотографии на каталог, чтобы он выглядел очень презентабельно для вас. Здесь будет графа «Готовые работы». И мы даем вам возможность каждой мастерице, которая мастер-класс проходит, самой заполнить эту графу. То есть вот как сейчас выглядят эти посты. Кстати, да, вот. Получается, что вы можете прям вот вы
зайти и посмотреть. Виктория создала шапку, сделала небольшое короткое описание об этой шапке, какая пряжа, какой крючок, и добавила фотографии. Мы также тут добавили и уже сделанные изделия, чтобы чуть-чуть наполнить это пространство. И вы можете заходить сюда и видеть все готовые изделия в этой студии и вдохновляться, искать для себя какие-то новые, может быть, решения выкладки мотивов и так далее. Видеть историю этих людей, например, заходить на страницы этого мастера, и вот обратите внимание, как Виктория оформила, да, свою страничку. У нее есть жилетка, здесь есть ее фотография, ее аватарка, есть описание. И самое, что главное, можно подписаться на этого человека, и если он в дальнейшем будет публиковать еще какие-то работы, вы будете их видеть в своей ленте. Представляете, как здорово? То есть мы здесь вот реально можем создать такую мини макро, ну ладно, совсем маленькую, возможно, но социальную сеть именно для ирландского кружева, именно для вязания. Именно вот свое маленькое такое пространство, и чем больше вы его наполните, тем будет лучше. Например, здесь, да, можно указать свои социальные сети, можете потом в социальных сетях обменяться, подписаться друг на друга. Здесь видно, когда человек зашел на платформу, когда он последний раз был на этой платформе, вот активно 7 часов назад. То есть что это живой пользователь, это живой человек, который также проходил такой же путь, как и вы, и он вяжет. Здесь вы можете вот ознакомиться с пользователями, находятся эти все пользователи вот тут, вверху, там, где участники. И вот так вот листая, вы можете вот прям подписываться на всех участников, смотреть, кто здесь есть. Можно сделать поиск. Например, вот можем найти Раису Петровну, и подписаться на нее и посмотреть, какие она последний раз делала публикации. Так, вот у нее есть ее сообщение, и вот мы можем увидеть, что она сейчас делает, над чем она работает и чем делится. Мне кажется, это прям вау. Далее. Есть раздел «Мастерская». В данный момент я прошу абсолютно всех, кто регистрируется на данной платформе, а сюда регистрируются только те, кто у нас когда-либо какой-то МК проходил, приобрел его, общался внутри чатов и потерял сейчас эту возможность. Пожалуйста, зайдите обязательно в раздел «Мастерская» и запросите доступ, чтобы мы вас туда добавили. Вот, запрос на членство на рассмотрение. Смотрите, почему мы сделали это пространство с замочком. Это очень важно. Новости Delays, готовые работы. Это все видно ну, в публичности, да, то есть любой человек в интернете может зайти и увидеть готовые работы, он может зайти и увидеть наши новости. Просто как внутри этого комьюнити, да, какие новости. Но именно мастерскую он видеть не может, только если он зарегистрируется, только если он даст запрос, мы его проверим, живой ли это человек, не робот ли это, точно ли это человек вообще в нашем сообществе, так сказать. Мы его пускаем в эту мастерскую. Я вам сейчас с другого аккаунта покажу, как выглядит эта мастерская, чтобы вам было понятней. Так, вот, например, вот она у меня мастерская. Сейчас смотрите еще очень внимательно. Здесь есть возможность сделать дневной режим, чтобы, ну вот днем, да, вы сидите на платформе. Кстати, на телефоне тоже. А можно сделать ночной режим. Вот мне нравится ночной, потому что я очень много сижу за компьютером. Я люблю такие приглушенные темные цвета. Поэтому сейчас свою личную страничку я буду показывать в темном режиме, чтобы вы не запутались. А вот страничку вот no name, просто вот пользователя, который только-только зарегался, вот так у вас, может быть, выглядит вот эта платформа сейчас. Я буду в белом режиме показывать, чтобы вам было все понятно. Смотрите, вот эта мастерская. Здесь у нас есть стена, на которой мы выставляем какие-то определенные сообщения. Вот, например, я поделилась, что я сейчас в процессе вот такого выкладки вот такого-то фрагмента. Раиса тут поделилась, что она сеточку делает, урок монтирует. Здесь, например, мастер Юлия поделилась, что вот она сейчас сеточку делаем. Я тут прокомментировала. И здесь мы уже начали друг с другом постепенно, по чуть-чуть общаться. Возможно, тут возникают какие-то у вас уже сейчас вопросы по прохождению мастер-класса, вы хотите получить ответ. Вы можете прямо сюда
Здесь вот так вот. Что происходит, да? Написать свой вопрос, какой у вас есть, прибавить там, например, добавить фотографию, которая вот вы хотите, там, вопрос вот по этому листику я связала, проверьте, пожалуйста, да, и просто отправить сообщение. В данный момент мы вот все смотрим сообщения, все отслеживаем, и вот у нас вот тут так появляется, видите, тут частный доступ, и мы можем увидеть вот последний раз, да, например, вот этот пользователь попросил подписаться, и мы его одобрили. Мы посмотрим его страничку, так как это я сделала этот запрос, я знаю, что так, мы, например, впускаем этого человека. Далее, если появляется какая-то новость, вот тут будет оповещение. Видите, циферка 1, значит, добавлен какой-то пост. Это как раз был пост, где я подробно описала, что будет это за пространство. И вот такие будут разделы. Так, вернемся вот как выглядит у пользователя. Помощь и вопросы. Здесь будет именно обсуждение, тоже может быть вопросов по вязанию, вообще вот любые вопросы, но это публичное пространство. То есть если вы сюда выставляете вопрос, то это будет видно в интернете. Вот если вы в мастерскую выставите, то это такая закрытая группа, которая будет видно только нам. Техническая поддержка. Здесь, пожалуйста, вот если у вас трудности именно с техническими моментами, да, там кнопка какая-то не работает или что-то вот именно по сайту не так, вот тут мы можем писать вопросы. Я еще подробно распишу в каждом, ну вот здесь, например, как в новостях или в готовых изделиях, я сделала первым сообщением такой пост, да, где закрепила, о чем это пространство и что тут ну, мы будем делать, да, какой это будет подраздел, что тут можно делать, на что он ориентирован. Я сделала абсолютно в каждом пространстве такие подразделы. Далее у нас идет раздел мастер-класса. Здесь будут сайты абсолютно всех наших изделий, да, которые вот вы можете там пройти. Сайты мы еще дорабатываем. Ну, вот можно будет посмотреть, например, может, вы не знаете, там, не проходили МК Жакет и хотите посмотреть, из чего вообще состоит этот мастер-класс, можно вот почитать. Также, покупая этот мастер-класс, у вас сразу же открывается доступ на эту платформу. Так, сейчас возвращаюсь сюда. Здесь будут именно наши сайты. Обсуждение. Вот тут очень важно. Обсуждение — это те самые чаты, которые у нас были в предыдущем мессенджере Telegram, да, где мы со всеми вами общались. Но там у нас были чаты. Там был чат Болеро, там был чат Жакет, там был чат Новичок, там был чат Кардиган, там был чат по брюкам, там был чат по мастеру, там был чат Теплой Ирландии, там был... Понимаете, да? То есть очень много чатов. Просто если вот... Я знаю, что у нас, наверное, около 15 или 16 чатов, на каждый вот так вот мастер-класс по отдельности, мы решили немного упростить эту историю и объединить здесь определенные мастер-классы. Например, мастер-класс новичок, здесь только мастер-класс новичок. Когда вы будете проходить мастер-класс, например, вот тут еще в самом низу, если вы покупаете у нас какой-то продукт, то он у вас вот тут появится. Но, внимание, сейчас, на данный момент, ни у кого ничего нет, потому что мы еще вручную доделываем каждую страничку и потом вам присвоим. Сейчас я это как пример показываю. То есть еще подождите, пожалуйста, недельку, две, три, и мы эти мастер-классы перенесем и добавим. Это очень трудоемкий такой процесс. Но как минимум вы уже в обсуждениях, мы сейчас теги будем вам присваивать, и вы сможете в обсуждениях переписываться. В данный момент пока все уроки находятся на Тильде, находятся на Барте. Если вы там приобретали, мы давали вам доступ, все там открывается прекрасно. Единственное, что именно общение, ну, если у вас не работает Telegram, сейчас это достаточно трудно общаться. Смотрите, МК «Новичок». Здесь абсолютно такие же разделы, как и в предыдущем мастер-классе. Абсолютно также открываются уроки. Вот вы открываете. Здесь есть панель вот справа для удобства всех мастер-классов. Как устроен вообще урок? Да, это также титульный лист, название урока, о чем этот урок. Здесь у нас ссылка на YouTube, и ссылка на Яндекс, если у вас не работает YouTube. Далее схема мотива и
второй урок далее. И скачать PDF. Можно, кстати, PDF смотреть, не скачивать, то есть смотреть прямо на платформе. Может, вы не хотите прям, ну, смотреть этот, вернее, не хотите скачать, да, может, места мало. Вы можете прям тут смотреть, а тут скачать. И когда вы нажимаете на «Поделиться», в свою практику, это именно поделиться вашей работой, да, то вы попадаете в раздел обсуждения, о котором вот я только что вам рассказывала, что вот тут будет. Это частный раздел, здесь никто не будет видеть ваши сообщения, кроме тех людей, которые тут, ну, находятся, да, это как закрытая группа. И вот тут очень важный момент. Смотрите, здесь мы именно на стене этого сообщества мы будем оставлять как фотографии, там, комментарии, вопросы, да, вот именно по домашнему заданию. А если вам нужно просто болталка, вот прям просто поболтать с мастерами, спросить, а может быть, подскажите, какие ниточки лучше тут взять, а что тут, вот тут внизу есть раздел сообщения. Вот вы можете его открыть, и в этом разделе сообщения есть вот именно основы мастерства. Заходите, это диалог просто между мастерами, вот как мессенджер. Он, кстати, очень достаточно удобно открывается с телефона. То есть вот по этому клику я себе настроила, что в одном окошке у меня открывается, например, вход сразу же в МК, например, жакет, да, а в другом окошке я настроила себе вход на сообщение. Как это делается? Вы просто заходите, например, в раздел сообщения, и как я рассказывала вам в инструкции, добавляете себе эту иконку на телефоне. То есть как сохранить эту страницу себе иконкой на телефон. И тогда у вас даже вот в своем телефоне могут быть сразу же диалоги, например, определенные, да, могут быть сразу же МК-жакет или МК-новичок или Барлеро, просто вот по нажатию одной кнопочки. Мне кажется, это прям очень удобно. Все в одном месте, мы сейчас стараемся это все оптимизировать. Повторюсь, МК, получается, новичок, идет обсуждение в основы мастерства. Я тут все сообщения напишу, еще как организатор, закреплю это сообщение, чтобы вы не потерялись, чтобы у вас точно было понимание, для чего это обсуждение создано. Далее кутюрная Ирландия. Кутюрная Ирландия раздел. Здесь у нас объединены мастер-классы. Так, что-то у меня. Сейчас он. Сразу же скажу, что достаточно сложно создавать свой сайт и платформу. Возможно, могут быть, конечно, не доработки какие-то определенные. Кутюрная Ирландия. Здесь мы обсуждаем только мастер-класс Болеро и только мастер-класс Жакет. Тут, собственно говоря, даже показаны, видите, разделы, что Болеро, тут Жакет. Это тоже частная группа, ее никто не видит. Например, вот здесь будет у нас добавлены мастер-классы. Например, вы сейчас проходите мастер-класс Болеро. Вы можете вот так вот открыть урок. Кстати, вот чтобы пролистать на следующий урок, вот тут удобные такие стрелочки мы сделали. Еще мы сделали вот здесь на весь экран, чтобы вот больше пространства освободить. Вот было здесь примеры работ других мастеров добавили. Описание технического задания. Абсолютно все так же, как на предыдущих платформах, только вот чуть-чуть другой формат. Также, если вы нажимаете «Отправить работу куратору», то вы попадаете конкретно в это обсуждение, и вы можете здесь оставить свое сообщение, да, например, сделать фотографию мотива и присвоить, например, какую-то фоточку, написать какой-то комментарий и отправить это сообщение. В сообщениях также есть раздел «Кутюрная Ирландия». «Кутюрная Ирландия» — это только болеро и жакет. И здесь тоже можно будет общаться абсолютно так же, как и в чатах. Раздел «Теплая Ирландия». Я думаю, что всем понятно, это изделие из толстой пряжи. Здесь мы объединили абсолютно все мастер-классы, и теплую Ирландию, и толстушку, и маргаритки, и свитер. И здесь можно будет обсуждать все, что связано с толстой пряжей. Также здесь у нас есть раздел общения именно «Теплая Ирландия». И вот здесь вы можете писать сообщения, связанные именно с толстой пряжей.
И остается у нас обсуждение, раздел по коллекции Возрождения. Это сложные мастер-классы, это мастер-класс брюки, кардиган, жилетка, это мастер и это сеточки. Вот это прям тут вот как раз Раиса выкладывает свои посты, рассказывает, то, что она же сейчас делает именно в процессе создания уроков по кардигану, поэтому здесь она этим и делится. Собственно говоря, у него абсолютно так же будет все работать. Будет тут добавлен мастер-класс, только, например, не болеро, а брюки, если вы его проходите, там будут все уроки, и также вы будете здесь оставлять пост, да, о том, фотографии с комментарием. То есть тут что важно запомнить? Мы на стене оставляем домашнее задание и вот эту нашу практику, да, где мы хотим обратную связь. А в чатах мы стараемся, мы будем общаться здесь только по большей части, ну вот как болталка наша была в Телеграме, мы будем здесь просто обсуждать уже творческие моменты. Тут больше общения. То есть если там это какой-то пост и комментарий, то здесь уже можно будет внутреннее общение. Также можно будет вести диалоги с кураторами тет-а-тет. Но между собой уже вести диалоги невозможно, потому что мы бы тогда превратились уже в какой-то другой мессенджер. Мы сейчас не создали второй мессенджер. Мы создали такую небольшую социальную сеть для тех, кто у нас обучается на тему ирландского кружева, где объединили разные чаты, объединили мастеров, которые могут вести свои странички, могут проходить различные мастер-классы, могут делиться своими итогами и знакомиться друг с другом. Вот. Здесь у нас сейчас вовсю работает общий чат «Мастерская», потому что он также у раздела пространства есть чат «Мастерская», и мы тут сидим, болтаем, переписываемся, поэтому если вы еще не здесь, просто добавляйтесь, и вы будете вот внутри этого пространства, сможете задавать свои вопросы и не теряться. Так. Вопрос. Добрый вечер. Скажите, ранее приобретенные мастер-классы с 2020-2022 года, жакеты и другие, будет возможность видеть и пользоваться дальше? Смотря какие, потому что мы не все сможем мастер-классы сюда перенести, потому что некоторые мастер-классы мы уже просто не продаем, нам не резон. Например, мастер-класс, какой же там сейчас? Погружение, да, вот помните, мы сейчас вообще готовим погружение второе, то есть мы новичок переделали, потому что он был больше основан не на ирландское кружево, а просто а, навязание крючком, да. Поэтому нам бы сейчас хотелось больше сделать акцент на ирландское кружево. Поэтому и погружение в том числе мы будем переделывать на упор, еще больше такой упор в ирландское кружево. Поэтому если вы у нас приобретали, например, мастер-класс погружения, то напишите нам, мы дадим вам возможность ну, просто его себе скачать и оставить. В дальнейшем мы будем закрывать все наши площадки в Тильде и в Барте, потому что, ну, я буду с вами откровенна, мы платим за эти площадки каждый месяц, чтобы вот просто, ну, было это пространство. Но у этих площадок нет автоматизации, у них, вот особенно в Барте, там все завязано в Телеграме, и поэтому, кстати, он может тоже немножко плохо работать из-за того, что, ну, вы знаете, Телеграм сейчас заблокирован. Ну, мы не были готовы к такому повороту, если честно. Мы не ожидали, что что так будет. Поэтому мы сейчас вынуждены вообще уйти от всего, что мы до этого создавали. А в той же Тильде мы создали около 700 страниц различных мастер-классов, и там каждая страница идет на ссылки в Телеграме, в определенные ссылки, там такой-то группы, такого-то куратора и так далее. И я понимаю, что это невозможно переделать. Ну, то есть это прям ну, это невозможно переделать. В Тильде, тем более, она вообще не предназначена на автоматизацию чего-либо. А тут мы стараемся, то есть если вы у нас МК новичок покупаете на сайте, то у вас сразу же открывается доступ, у вас сразу же создается страничка, у вас сразу же открывается доступ на общение всего. То есть мы сейчас стараемся максимально сделать, чтобы вам было удобнее прежде всего здесь находиться, и чтобы у вас все работало, да, потому что в каких-то других вот уже площадках просто будет что-то не работать.
Это вынужденная мера, но я надеюсь, что у нас получится. Мы активно уже второй месяц это все создаем. Это не так быстро, но я думаю, что вот в течение месяца мы мастер-классы, которые у нас есть на данный момент, должны уже перенести. Плюс у нас появился сайт, один единый сайт, который вот объединяет абсолютно все наше, так сказать, нашу сферу деятельности, и то, вот, чем мы занимаемся. Так выглядит наш сайт. Тут такие 4 раздела. Delays — место, где традиции ручного кружева встречаются с высокой модой, а многолетний опыт с энергией нового поколения. Я думаю, что это очень хорошо вот про меня и маму. Дом ручного кружева — это академия, это ателье, это лаборатория и это живое сообщество. Собственно говоря, вот наши 4 раздела, по которым мы двигаемся последние 6 лет. Академия — это, собственно говоря, мастер-классы, ателье — это создание изделий на заказ, лаборатория — это манекены, наши эксперименты, различные ниточки. Мы тут сейчас эксперимент делаем с банановым волокном. Вы когда-нибудь о нем слышали? Вот мы сейчас из него создаем целое платье. Вот, и сообщество. То есть, когда вы будете вот на нашем сайте, вот вы можете пролистать, посмотреть, почитать. Но он сейчас еще в процессе, конечно, доработки. Можно будет вот просто даже попасть в это самое сообщество, да, нажимая на мастер-класс. Если мы говорим про нашу академию мастерства, которую мы создаем, то вот здесь у нас будет такой раздел «Малые изделия», кутюрная Ирландия, то есть это изделия болеро, жакет, жилетка. Сейчас еще вот это загружается. Какие-то сайты мы еще не доработали, но вот эти уже сайты 2 готовы. Ну вот. Тут будет раздел теплая Ирландия, здесь будут все вот мастер-классы из толстой пряжи собраны, которые у нас будут. Малые изделия и самое вот масштабное, что мы готовим, это каталог всех мотивов. Я сейчас каждую фотографию обрабатываю, делаю так, чтобы вот все было в одном стиле, мотивы все светленькие, чистенькие, красивенькие, и вот чтобы можно было зайти и просто вот по клику нажать, вам нравится вот этот мотив, и его либо купить по отдельности, либо если этот мотив, например, какой-нибудь пуговка, колечко, листик, он бесплатный, то можно его пройти бесплатно. То есть именно внутри этого мастер-класса, внутри этой платформы. Работа, честно, колоссальная, поэтому мы особо не то, что там не выходим на связь, но вот мы полностью погрузились с Раисой в творчество и просто работаем, 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 работаем. Отвечая на данный вопрос, надо написать администратору, но если вы там, например, покупали жакет, покупали болеро, если вы оплачивали доступ, кстати, в Тильду, потому что у нас были люди, помните, мы когда-то, может, вот если вы с 2020 года, то вы должны это помнить, мы когда-то проводили мастер-классы в мессенджере WhatsApp. Кстати, сейчас он запрещен на территории РФ. Мы там проводили мастер-класс, просто выставляя ссылочки в YouTube. Сейчас, как вы понимаете, мы не можем так уже себе, ну, просто себе даже позволить, потому что, во-первых, что-то не работает, все не работает. Все за эти годы стало почему-то незаконным и заблокированным. Поэтому мы тогда, в 22 году, я создала вот на Тильде вот эти личные кабинеты, как могла. Я не разработчик, я вообще сайты не умела делать, я только сейчас пытаюсь осваивать. Очень извиняюсь за звуки, это мой песик, очень хочет, чтобы его сейчас гладили. Вот, и получается, что мы тогда просили какую-то небольшую плату за то, что вот мы все это оформили в личный кабинет. Если вы ее вносили, то, конечно, мы вот вас сюда перенесем. Если вы когда-то обучались в 2020 году с нами и вот сейчас опять хотите проходить мастер-класс, просто небольшой взнос, и вы в это комьюнити вступаете. Мы даем, конечно, вам доступ к тем материалам, которые вы когда-то в далеком 2020 году у нас приобретали. Сейчас наша основная задача — это вот объединить мастеров, да, это вот создать это пространство, создать этот дом, наш дом, где именно мы с вами будем творить.
и больше сосредоточимся, вот уберем все вот эти лишние шумы, тревоги, все. И просто вот создадим для себя пространство, где здесь мы общаемся, обмениваемся новостями, показываем, какие новые работы были созданы, проводим здесь прямые эфиры. Кстати, вот получается, что и ссылки будет гораздо удобнее давать на прямой эфир. Не всегда, ну, мы можем делать также, ставить и рассылку по почтам, но также вот просто в сообщение бросаем в мастерскую ссылку на прямой эфир, вы заходите, и мы также вот в зуме с вами общаемся. Ах, мы стараемся создать это пространство для вас, потому что особенно, вот знаете, в первые моменты, когда первые дни, когда мессенджер был заблокирован, такая глупость. Подумаешь, ну просто мессенджер. Но, как оказалось, много контактов, например, лично у меня там было или заметок, или каких-то записей, сохраненок, людей, с которыми я, может быть, ну, больше даже и не встречусь, если бы там не восстановлю доступ к этому, а, к этому пространству, да. И, конечно, хочется сейчас от всего это абстрагироваться, если честно. Вот от всех вот этих сложностей, потому что когда только-только это все случилось, я даже в какой-то момент поймала себя на ощущение, что такое прям пустоты, что ли. Вот прям вот чего-то не хватает. Вас не хватает, общения не хватает, людей не хватает. А так как еще большинство людей сейчас, ну, не прям живут в онлайне, да, но мы все переформатировались, мы многое делаем в онлайне, мы многие с кем общаемся в онлайне, я даже забыла, что есть сотовая связь, там я всегда по мессенджерам созваниваюсь, потому что это элементарно бесплатно, да, а вот в сотовой связи там, оказывается, через полчаса тебя вырубают. Я не знаю, есть у вас такая функция или нет. Вот сегодня с подругой общалась, просто вырубили связь. И я понимаю, что вау, то есть действительно мир меняется, и ты, когда жил в таком своем коконе творчества, и тут до него добрались и сказали, все, типа, он закрыт, ты, конечно, хочешь всеми силами вернуть это сообщество, вернуть людей, которые проходят мастер-классы, создают красоту. Раиса Петровна, вот есть ты сейчас в прямом эфире? Скажи парочку, может быть, слов про пространство. Что ты думаешь? Насколько тебе удобно, неудобно? Я понимаю, что вот на самом деле я эти все инструкции сначала отправляю маме. Если ей понятно, то значит будет всем понятно, потому что мама, она не супер хорошо ладит с техникой, но вот она, на мой взгляд, даже как-то разобралась. Раиса Ну Петровна. да, э, здравствуйте всем, кто здесь. Очень приятно, что вы интересуетесь вообще нашей площадкой. Я уже последнее время вообще там в этой площадке залезла, мне очень все нравится. Научилась вставлять эти фотографии туда, писать посты, сообщения читаю. А, Вот, а то, что ты сейчас рассказывала, для меня тоже это новые моменты, которые я не знала, что у площадки есть. Знаете, как новые двери открываешь, новые комнаты. Я вспоминаю, помнишь, ты рассказывала про какой-то там э, дом, в котором она жила только в кухне, как оказалось, помнишь? Да, это, А, да, да. да, Я помню. а оказалось, что у нее столько много комнат, и она даже об этом и не знала. Вот. И вот здесь то же самое я вот для себя сегодня открыла новые комнаты в этой площадке. У меня, во-первых, много вопросов. Да, мне очень понравилось, что есть аватарка, Да, которая вносится на телефон. То есть у меня иконка. Мам, на это телефоне... называется иконка. А, да, Иконка. иконка. Да. Вот эти две иконки, у меня одна иконка – это сообщение, а Ага. вторая иконка – это полностью наш сайт. Ну, то Ага. есть две иконки у меня. Да. Сразу же я смотрю, если там есть сообщение, то я его читаю. А еще смотри, Мне например, мастер-класс, если человек проходит, например, сейчас жакет, и ему надо вот, чтобы в доступе всегда жакет был, он сможет иконку жакет добавить. Понимаешь? Ну, типа, и ну, просто вот по вообще, клику открывается, и там вот именно вот список уроков. Мне кажется, это тоже очень удобно, чтобы вот просто вот был список уроков всегда такой.
Ну да, да. А еще мне вот то, что там пространство ты, например, показала, а вот я захожу со своей страницы, и там у меня есть пространство. Да, 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 все верно. Так, да. А давайте вот я, ты мне например, показала, сейчас. как можно в это Да, пространство я это входить. не Вот показала. Да, давай я я со сейчас своей это покажу. страницы. Давай. Давай. Вот вы заходите на свою страницу в правом левом углу, нажимаете вот сюда, да, подайте в свое пространство. Здесь Да. у вас есть не только обложка, ваша аватарка, но также есть сообщения, причем ваши, которые вот вы можете оставить. Есть пространства, в которых вы состоите, да, вот все пространства, которые у нас есть, на них можно вот посмотреть или подписаться, если они, например, вот публичные, посмотреть пространство, я на него уже подписалась, да. Вот. И тут есть мои комментарии, где я когда-то оставляла комментарий. В сообщениях вы также пишете. Ну, вот сейчас я напишу просто вот как пример, да. Например, я добавляю фотографию. Кстати, можно не одну фотографию добавить, можно там несколько фотографий. 4 фотографии. А? 4 только. 4, да? 4 только. Да. Хорошо, этого я не знаю. Ну, чтобы с умом выбирали, так сказать. И вот тут мы можем писать мой пост, любой, да, добавлять даже смайлики, если мы того хотим. Здесь можно добавить ссылку на видео, но само видео вроде тут невозможно загрузить. И также можно сделать здесь опрос. Ну, мало ли там, например, девочки, какой цвет выбрать для шапки? Такой-то пряжу или такую-то? Вот вы в магазин зашли, сфоткали, или, например, в интернет-магазине, да, вот у вас дилемма, и вы хотите, чтобы вам помогли. И вот вы сюда прям можете это все выставить. И все, да, и получается здесь делать какой-то определенный пост. И далее вы выбираете, куда вы это хотите запостить. То есть, например, это про основы мастерства, это про новичок, это про возрождение, это про кутюрную Ирландию или теплую Ирландию. Ну вот можно, например, сейчас, пока мы еще не довыстроили все мастер-классы там по возрождению, по жакету, ну вот пока вот все не присвоено, у вас нет всех там этих тегов, у вас все эти там обсуждения не открыты, можно пока дать, ну, как постучаться в мастерскую и все Общую. Мгм. оформить, ну, оформить в эту мастерская. Мастерская это в общем, да, вот абсолютно все мы здесь. У нас не так много на самом деле, там, по-моему, за 100 человек, ну, 130 вот на сегодняшний день, где-то еще ожидается 300, вот примерно, да, где-то потеряшки есть, мы попробуем их всех найти. Вот. И А вот скажи, пожалуйста, да. я еще хочу, чтобы ты мне показала, как можно, например, исправить. Вдруг вы печатали, и у Мгм. вас получилась ошибка в слове, и вы хотите исправить. И вот там можно нажать Тут редактировать. можно нажать три точки, редактировать а, с- свой пост, да, и, например, там, Да. И может быть, вы что-нибудь добавить, либо убрать это. Да. да, Либо добавить фотографию. да, добавить фотографию, то есть полностью редактировать пост от и до, вот, например, что-то э, про кружево, да, то есть что-то дописать, вот. И Мгм. дальше обновить также, Да. просто нажимать Обновить. и все, да. И он такой потрясся, типа, все, он обновился. Также здесь есть возможность, например, сохранить себе пост. Например, вернемся к нашим участникам. Вот опять, можно я тебя как пример буду ставить. Мы заходим на страничку Раисы Петровны, смотрим ее сообщение, и, например, нам безумно понравилось вот эти фотографии. И мы хотим, чтобы у нас этот пост где-то был сохранен. Мы добавляем его, вот тут такой есть флажочек, вот так нажимаем, он синеньким становится, и тут написано «Добавлено в закладки». Теперь, где находятся наши закладки? Мы нажимаем на свою аватарку, и вот тут у нас есть наши закладки, и тут будет этот самый пост. Тут будут только те посты, которые вы сохранили. Мгм. А вот знаешь, вот здесь вот еще сообщение пришло, простите, но у меня так и не Да, получилось да, я добавить читаю. телефон. Да. Добавить Э, иконку на панель телефона, только закладку в Google Chrome может телефон на не такой крутой платформе. Не, на самом деле мы и для Android делали. Ох, а напишите, пожалуйста, нам.
Напишите или на почту. Вот хотя можете написать, какая модель телефона у вас. Я могу погуглить у чата GPT, не знаю, спрошу, как именно на вашем телефоне именно сделать эту иконку. Оно Скажи мне, пожалуйста, всех у должно. тебя это же компьютер, да? Сейчас на компьютере вот ты ведешь. Мам, А да. на компьютере можно сделать пост? Ну, вот я, например, сейчас Пост, на планшете смотрю. Да. пост, Извините, не пост, закладку, эту... закладку, закладку. Ну, типа сохранить. Ну да, да. Ну, например, в Google Chrome, если вот кто в Google Chrome, то да, это вот, по-моему, сохраняется там либо вот так вот в избранное, добавить закладки, просто тут звездочка. И тут вы выбираете там папочку, которую вы хотите, называете, например, там, что там, просто delays. Там даже вот с иконкой это сохранится. Но у меня сейчас просто выключены все закладки, чтобы больше пространства было вам показывать. Я уже не помню, как их вернуть. То есть можно себе и сохранить эту ссылку, да, то есть, но как минимум Delay Studio это наш сайт, все, то есть мы теперь будем только здесь, вот именно как наши любые социальные сети, все называется, вот вы заходите, это Delay Studio, и вот здесь, вот есть тут сообщество кнопка, здесь есть кнопка сообщества, и здесь есть Сообщество – это кнопка как раз сообщества. мастер-классы. Сообщество — это как раз платформа, где мы всех объединили. Это оно и А есть. ну-ка нажми. Так я уже показываю. Вот нажимаю, все, я вот Ну-ка сюда еще. попала. И ты сразу же сюда попала, Сразу да? сюда. И если я зарегистрирована, если пароль введен, да, то вот сразу даже вот та же самая, как пользователь, да, Мгм, то есть он зашел. мгм. Еще вопросы? А вот смотри, новости Delays, вот то, что ты, Да. это для всех, да? Смотрите, да, еще раз повторюсь. Вот там, вот в мастерской был замочек изначально. Да. Новости, готовые работы, помощь и вопросы, техническая поддержка — это то, что видно абсолютно всем в интернете. То есть, если человек, вообще сторонний пользователь, хочет просто вот мастериться, нашла нашу ссылку в социальной сети, смотрела в Пинтересте наши картинки, наткнулась на какой-то красивый мотивчик и такая: о, хочу его связать. Вот я надеюсь, что это будет примерно так работать, что мы в Пинтересте, например, сейчас загрузим абсолютно все наши мотивы, и это будет работать как каталог такой. То есть, например, ей очень сильно понравился вот этот листик, вот этот. И она его нашла в Пинтересте. И она зашла по ссылке, которая будет под этой картинкой в Пинтересте, и попала вот сюда сразу же. Мгм. Да, и она увидела этот листик. По идее мы хотим сделать вот именно те мастер-классы, которые как вводные в любой другой наш большой продукт, да, например, вот этот рельефный листик — это часть МК Болеро. Она сможет на него нажать, прочитать о том, что это часть МК Болеро, и пройти этот мотив бесплатно, просто ознакомиться с ним. И, может быть, ей вообще понравится, и она захочет пойти, вообще пройти этот мастер-класс, ну, побольше, да. Либо посмотреть любые другие мастер-классы, как у нас тут вообще все устроено, что у нас есть, например, два пути. Есть кутюрная Ирландия, есть теплая Ирландия. И вот, например, я хочу именно пройти кутюрную Ирландию. И мне очень понравилось это изделие. Я нажимаю на это изделие, и я могу его изучить. Но везде, абсолютно везде есть кнопка сообщества. Если я, как сторонний пользователь, захожу в это сообщество, то я попадаю в это комьюнити. Вот, Delays комьюнити тут написано. И я вижу новости Delays. Я вижу готовые работы учениц, которые вот вяжут в этой студии. Я могу задать вопрос прям тут, да, то есть я могу задать там технический вопрос, там мне что-то не открывается, тут задать вопрос. Вот именно вопросы и помощь от такого общего характера, любой, просто тут можно вопрос задать, а технические — это именно по этой платформе.
Новости. Здесь мы будем чаще публиковаться, и вообще я надеюсь, что в дальнейшем мы что-то типа здесь сделаем маленькой социальной сети нашей странички. То есть, может быть, ни у кого нет социальной сетей, возможно, но он хочет смотреть на эти красивые фотографии, которые, ну, мы публикуем в других социальных сетях, почему бы нет? Но здесь вот прям самое актуальное, чтобы мы выкладывали и делились. И вы не пропустили. Это у нас Это Это у нас будет как страничка в Телеграме, где это общий чат был, да? Ну да, можно и так сказать, да. Готовые работы, здесь смотри, здесь вот каждый мастер публикует свое Мгм. изделие. Вот тут я написала, как лучше, то есть фотографии готовых изделий, авторский комментарий мастера, творческий путь, например, перечень использованных материалов и инструментов. То есть, пожалуйста, прям напишите, ну, вот как, например, мастер написала, Виктория, да, она написала, что на размер 56 ушло ровно 5 моточков, Кловер 2,5 использовала. Меринос, вот как Лана Гросс, очень хорошая, кстати, пряжа. Да, типа 50 грамм на 125 метров. Это знаете для чего? Это для насмотренности. Причем насмотренности всех нас. То есть мы с вами сможем ну, свою насмотренность развивать. Это же здорово. Мы будем видеть, как другие связали, чем вязали. То есть мне кажется, это прям вот площадка как дом. И почему я прошу вас всех, абсолютно всех, пожалуйста, кто сейчас зарегистрировался, и там уже есть в этой площадке, заполнить свою обложку, заполнить свою аватарку, заполнить описание. Я, кстати, читаю реально каждое описание очень прям приятно. Там многие пишут, знакома с Долой с 20-го, с 21-го, там, я в таком-то потоке был. То есть вы приходите в дом, и в этом доме вас встречают, да. Пожалуйста, представьтесь. Пожалуйста, пусть будет видно ваше имя. Пожалуйста, расскажите о себе хотя бы немножко, да, чтобы мы знали, кто к нам пришел. Мне кажется, это очень важно, да, чтобы мы просто создали пространство, где мы будем, ну, относительно такой безопасности, такой дом, да, творческий. Если вы сюда заходите, ну, представьтесь. Просто хочется знать, кто к нам пришел, да, кто с нами здесь, кто сюда, кто дожил до этого момента, кто вот будет с нами. Про и еще фишки этого пространства, мало ли кто-то не знает, смотрите, здесь есть, например, ой, ай, у меня вот тут, так, сейчас. Смотрите, здесь есть такая кнопочка можно, вот тут лучше покажу. Здесь есть кнопочка с помощью этой кнопочки можно увеличить размеры постов, да, чтобы они были крупнее, и чтобы вам читалось лучше. Вот посмотрите, видите сейчас на текст? Он уменьшается, 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 хоп, совсем маленький. Увеличивается, увеличивается. Это у кого, например, проблемы со зрением, и вы в телефоне, эта функция тоже есть. То есть мне кажется, это прям очень удобно, что можно просто сделать крупнее тексты, и вам будет легче читать то, что тут происходит. Ну и также вот функция приятная. Для меня, честно, одна из лучших функций это вот сделать ночной режим, чтобы глазки вечером, например, больше отдыхали. То есть этот ночной режим, он работает и внутри мастер-класса. Если мы сейчас откроем какой-то урок, например, полукруг мы открыли, и он тоже будет оформлен в таком в темных тонах. То есть сейчас вот я думаю, вы представляете, какой объем работы. То есть это все, каждую картинку перенести, все написать, каждый текст, каждую ссылку, все мы мы не спим уже второй месяц, мы это пытаемся вот создать. И либо вот дневной режим. Тут будет вот все светлое такое. Раиса Петровна, мне очень нравится тебе отвечать на вопросы, потому что мне кажется, вот ты, как вот пользователь, ты сказала, что ты не знала, что тут с такое есть. Можешь Да. А еще вопрос? спрашивают, сколько сейчас персонажей на платформе. Я вижу только нескольких. А у нас их там 130. сейчас показало 130. 130. Да, посмотрите, где эти все персонажи. Вот тут участники. Вверху лента, вот эта общая лента, о которой я рассказала, как все там А? транслируется. А тут участники.
Вот тут участники, вот тут сверху кнопка есть. Нажимаете, и вы видите всех Мгм. пользователей, которые зарегистрировались. Кстати, тут есть наш администратор. Я А, именно сижу под ее именем, ну, потому что я посты какие-то тут делаю. И можно ей тут также будет с ней связаться, написать. Скажите только, вот а вот ваш... сообщения, да? В сообщениях ей надо писать. Знаешь, вот, к сожалению, как это сделать? Сейчас технически мы не нашли. Тут, получается, только ты можешь, вот ты, я, Ага. администратор и кураторы. Вот только этих людей мы как назначили модераторами, можно сказать, этого пространства, да, и они могут писать первыми. Если они создают диалог с этим человеком, то все, человек может с ним переписываться всегда вот в этих сообщениях. Абсолютно такой же, как диалог. Как, как, как А, вот мастерская, как, ну то вот, есть здесь например, вот, да? вот здесь у меня я могу написать абсолютно каждому и открыть диалог, и в дальнейшем со мной могут переписываться. Вот ты со мной тут переписываешься, Олеся, там еще другие мастера. То есть я уже, я уже общаюсь тут. Это не приложение на телефон. То есть вы должны понимать, что это сайт. Поэтому уведомление на телефон он вам не покажет. То есть если вам кто-то здесь напишет, то вы это не увидите как вам пришло сообщение, да, как в мессенджере, потому что это не мессенджер, внимание, это сайт, да, и это сайт, внутри которого есть общение. И только зайдя сюда, вы будете видеть, что вот напиши мне, пожалуйста, сейчас на платформе что-нибудь там, привет, например, можешь написать мне с телефона? У меня телефон в другом. Ну, сейчас, подожди, сейчас принесу, попробую написать. Ну, Хорошо? хорошо. Ну вот да, да, я могу еще сейчас как пример, я же сейчас создала еще одну страничку. Ну, вот сейчас себя же здесь найду и себе же здесь и напишу. Вот, я тут есть. А, так, я тут есть. Сейчас я скрою, чтобы это было удобно. Сообщение. Ой, так, на английском. Все. И отправить сообщение. Все, теперь диалог создан. Я, в принципе, планирую, ну, я надеюсь, что мы сделаем так, что абсолютно со всеми мы создадим от имени администратора со всеми диалоги, чтобы, если что, у всех, кто у нас когда там приобретал, покупал, чтобы у вас вот тут был диалог с администратором. Если по какой-то причине там вы вот именно здесь хотите переписываться, и у нас нет связи с вами в Телеграме, то, пожалуйста, напишите просто нам на почту. Типа, я зарегалась, имя мое такое-то, или так, никнейм лучше даже, тогда мы точно вас найдем. Пожалуйста, напишите мне на платформе, типа, я хочу иметь с вами диалог. И все, и мы с вами вот здесь будем переписываться. Вот сейчас я написала это от имени себя. Обновляем страничку. Вот это важно. Если бы это был мессенджер, то сообщения бы сразу же онлайн приходили, да, и они появлялись. Но мы не миллиардеры, чтобы создавать мессенджеры, потому что это очень-очень дорогая разработка. Вы можете видеть, сколько мессенджеров в мире существует, что это не такая, ну, то есть это действительно очень дорого, чтобы создавать мессенджер. Поэтому вот у нас, видите, тот же сайт, я его обновила, и у меня здесь внизу появилась иконочка, что тут циферка 1. Это значит, что мне кто-то написал, да, одно сообщение. Я расширила, ну, можно, конечно, это не делать, сейчас еще раз объясню. Здесь есть стрелочка вверх, тогда вылезет такой диалог именно на экране телефона, ой, на экране компьютера. Но если вы, например, находитесь на экране телефона, то у вас это будет выглядеть как, получается, там одно сообщение, вот в телефоне, не знаю, так видно тут. Вот. У меня тут тоже все эти мессенджеры есть, вот они. И вот тут внизу есть иконка с сообщениями. Вот тут будут все ваши сообщения. Собственно говоря, именно эту иконку вы можете сохранить, чтобы она у вас, ну вот, у меня вот диалоги или сообщения, я так нажимаю, и я сразу попадаю на эти сообщения. Вот. И тут у меня тоже будет высвечено, что там мне написали только после того, как я обновлю страничку, потому что это, собственно говоря, а, не мессенджер, да, это именно сайт.
Но это уже хотя бы общение, коммуникация. И вот тут я вижу, что здесь появилось сообщение. Оно красненьким вот так будет гореть, новеньким. Также можно, если вы, например, с компьютера сидите и вот не хотите именно в мелком экране смотреть сообщения, вы можете нажать вот на эту стрелочку, вот эту две стрелочки расходящиеся, и расширить себе вот так пространство и увидеть, кто вам написал сообщение. Все. И также здесь вы можете отвечать. Просто писать. Пишите, нажимаете Enter, оно отправляется. Здесь вот, например, в мастерской мы уже общаемся. Здесь могут задавать вопросы. Я уже написала себе. Я, знаешь, написала через другой этот аккаунт. А Вот. я знаю, что ты написала, но я сейчас попробовала тоже тебе написать. Мгм. Тебе дошло? Давай, я сейчас обновлю страничку, и мы посмотрим, дошло ли мне сообщение. Мгм. Да, вот, видишь, красненьким. Ага. Спасибо. Вот, все, и наш диалог открылся, и мы все видим. Здесь также вот, получается, сверху будут именно закреплены всегда чаты, то есть если вы в мастер-классе какого-то возрождения, у вас появится вот такой чат возрождения. Если теплые Ирландии, толстушки, лилии, шапки и так далее, будет вот чат именно по теплой Ирландии, по толстой пряже. Если основа мастерства это новичок, и кутюрная Ирландия это жакет и болеро. Ух, А я хотела да. спросить, между прочим, у меня есть, по-моему, страница манекены Да, у тебя в есть, у меня пространстве. сейчас тоже есть, я объясню сейчас, да, про это пространство. Здесь я о нем не... Я даже, вот, я еще просто не успела это все дооформить. Да, мы, честно, мы работаем, у меня уже глаз дергается, сколько я часов за компьютером сижу. Мне кажется, я тут, ну, стоп. Так. Да, у меня вот, я попросила именно по манекенам, для того, чтобы удобно было нам работать, чтобы у нас было отдельно вынесено там, где, как Да, правильно вот, снимать например, мерки. да, и, например, инструкция по необходимым меркам для брюк. Здесь, например, Раиса уже вот отправляет и пишет, вот куда уехал этот манекен, какие манекены готовы. Но я здесь дала объявление, что это пространство именно для тех, кто у нас покупает манекены, да, то есть кто не покупает, ну, я не думаю, что вам нужно на это подписываться, потому что здесь прям внутрянка, да, то есть если вы приобрели манекен, заказали его, вы хотите понимать, на какой он стадии, например. И тут Раиса будет как бы выставлять посты и показывать, какой процесс сейчас идет. Чехлы шьются, Да, создается. ну То есть, да, чтобы мне такая просто необходимо общение и диалог общаться. с теми, да, кто, Да. конечно, этот инструмент заказал. Кстати, заказывайте, пожалуйста. Потому что я не знаю, когда и сколько осталось примерно дорожек, ну, вот этих материалов для м, на Я не какое знаю, ну там количество? где-то не 12 точно, там Меньше? где-то, смотря, да, там меньше, потому что смотря какие размеры будут. Ну вот если по А, бедру, то, конечно, там ну, где-нибудь 6 манекенов-то точно будет. Потому что там же несколько слоев у нас. да. Поэтому вот такие моменты. Ну что делать? Все Да. приходится сказать это. Сейчас, на данный момент, какие есть мастер-классы, мы будем добавлять вам эти теги, если вы у нас приобретали. Это МК «Новичок», шапка, жакет «Болеро» Маргаритки, новогодние игрушки, свитер «Лилия» и МК «Мастер». Вот сейчас МК «Мастер» еще не добавляем, потому что он, честно, где-то у нас, ну, нужно тут дорабатывать еще. Но все вот уроки, все оно как бы вот оно все здесь уже. Мы Мгм. откроем к Ну этому да, там доступ, как только все закончим и все будет готово. Мы стараемся делать это максимально быстро. Все а возможное. да, а сейчас мы только в одном чате в мастерской, Да, все вместе, да, надо и вы только можете, постучаться, да, чтобы он был частным. Все-таки вот давайте его оставлять частным, не публичным. О, вот Тамара Медитькова добавили 17 минут назад постучала, все. Вот теперь она теперь там, и она сможет с нами общаться.
и видеть всю вот эту красоту, которую мы тут все публикуем. И, знаете, прям приятно, что есть такое теперь пространство закрытое наше, где только мы всем вот э, управляем, постим и ну, то есть, чтобы нас заблокировать, надо конкретно заблокировать только этот сайт. Да. Ну, кстати, мне очень нравится, что вот эти вот сообщения, которые лично я могу с мастерами переписываться. Ты можешь писать, и тогда диалог с мастером будет у Да, тебя. только индивидуальный, Да, ни кого не зависящий, никто не видит этот, не да, публичный. да, это не... Потому что все равно есть такие моменты, которые там по отправке, там, либо еще что-нибудь такие Да, вот. да, ну, то есть это же частная информация, Да, там, адрес ваш, вот это вот все, то есть надо, чтобы это оставалось частным. да, да. Поэтому вот этот диалог для манекенов, для вот в сообщениях. И, конечно же, если кому-то хочется узнать что-то там ну, такое индивидуальное, какое-нибудь такое вопрос не публичный, вот, вы можете просто попросить в общей группе, чтобы я вам написала. Я Ну, смотрю, в мастерской, например, вот этой. И да, в мастерской, если хотите, именно какие-то такие вот это есть закрытые, мастерская, да, можно да, здесь, например, Раиса, напишите мне, и она вас напишите мне видит, лично. и она вам напишет, у вас будет личный диалог, чтобы вы не терялись. Только вам нужно постучаться в эту мастерскую, я напоминаю. Давайте еще раз, я быстренько, коротко пробегусь вот по основным моментам данной платформы. В правом верхнем углу ваша личная страница. Вы можете на нее зайти. Здесь ваши закладки, вы можете выйти, но не рекомендую. Здесь вы заходите на свою личную страницу, оформляете ее, добавьте, пожалуйста, описание, откуда вы хотя бы, да, чтобы имя, фамилия, чтобы не только имя было, пожалуйста, чтобы это не были no name, а то мы потом сидим, ищем, кто же это пришел к нам в дом и так далее. Ну, Также у да. нас здесь есть две кнопочки вверху. Это лента, и лента еще дублируется вот тут. Это одна и та же кнопка. Это одно и то же. Да, есть все участники, можно вот зайти, почитать, посмотреть, да, там, например, с кем-то там постучаться в мастерской, потом, например, со мной или с Раисой диалог иметь. То есть можно подписываться, следить, как там кто делает. Вот просто заходите на абсолютно любую картинку. Смотрите, какое описание, ну это же вообще вот, вот. Елена, я горжусь вами, спасибо большое. Описание. Можно подписаться на этого человека, чтобы видеть его как бы новости. Кстати, вот вы когда еще подписываетесь, вы можете включить вот такой колокольчик, вы тогда точно будете видеть все, что, то есть он постит. Например, хотите, можете для Раисы такое сделать, у вас будет прям уведомление выходить, если она что-то спостит, у вас в ленте вот тут будет появляться, что там, например, новая запись там появилась, и вы будете видеть, что это вот Раиса Петровна что-то опубликовала. А, Это ей освоить гораздо было оказалось проще, чем тот же Инстаграм, Телеграм и все другие соцсети, поэтому вот тут, я надеюсь, мама, ты сейчас будешь делиться, рассказывать, начнется вообще твое время, твоя вот Новая жизнь. новая жизнь, да, для тебя. А, Повторяем, да, здесь мы, наша как бы страничка. Кстати, вот здесь, по-моему, последнее уведомление, последнее вот будет какие-то, ну, уведомления, да. Здесь у нас, ой, кстати, не знаю, что это за кнопочка, надо посмотреть. Здесь возможность ночного, дневного режима. Участники ленты. Теперь смотрим. Вот вы как только попадаетесь в Delays Community, вы попадаете именно в ленту, живую Это ленту лента. тех постов, где, на кого вы подписаны, да, что вам в доступе открыто. Если вы хотите, например, почитать новости, заходите, смотрите, читаете новости. Посмотреть готовые работы, вдохновиться, да, как кто вообще связал, что можете вот каждую открываете и смотрите, читаете. Здесь вы также можете поделиться своей готовой работой. Как это сделать? Вам нужно вот в той же ленте, вы можете вот здесь, прям вот тут, или в своей странице, в сообщениях, а, вот сообщение, вот тут, что происходит, да, вот тут заполните свое сообщение, тут выберите, что хотите это опубликовать в мастерской,
например, и отправьте это сообщение. Так, А можно сразу же в двух пространствах, например, в мастерской там, либо еще где-нибудь в Возрождении? слушай, Нет? по-моему, нет. Вот, Да? да, Ну по-моему, ладно. надо тогда два поста делать, и Мгм. потому что это две разные страницы, надо выбрать определенный путь этого сообщения. Мгм. Так, вот готовые работы. Что-то я вот сейчас... А что там за документы были какие-то? Ой, не знаю. Да, документы и файлы. Документы по вашему Вот, смотрите, я еще не присоединилась. Геннадию. Надо присоединиться. Вот тут кнопка справа. Надо Ага, присоединиться к этому сообществу, и тогда у вас появляется вот тут тоже возможность, например, публиковать. То есть вы пока не присоединены к сообществу, вы не можете тут что-то публиковать. Мне кажется, это очень логично. Вам нужно ага. присоединиться в сообщество и там тогда публиковать. А А, где присоединиться? а тут кнопка была зелененькая, там было написано «Присоединиться». Я на нее нажала, и все, она исчезла, но я вот здесь. Вот. И ты сразу же вот И у это меня получила. появилось вот это Что окошко. происходит? Да, да. Это вот этот, именно вот эта эмблема, что происходит, она у каждого есть в самом начале для того, чтобы вы сделали пост. Да, Либо вот, даже на блин, ваш... вот, да. Только вот тут вы тогда прям выбираете, куда вы хотите опубликовать это сообщение. А вот покажи мне, пожалуйста, вот смотрите, если вы видите, например, вот эту красивую картинку, внизу вы можете поставить сердечко и Да, или я могу прокомментировать. задать Да, вопрос. да, Да. типа, А задать вопрос. какая Ну-ка, пряжа? Какая вот пряжа? здесь вот, да? Да, Какая пряжа? все, И вот. отправить. Да. Все, отправить. Вот И комментарий, вот потом лайк. там также вот, И также вы ага, можете и под это редактировать свой пост, если вы, например, забыли и что-то еще спросить, например. И крючок. То есть можно и редактировать свои одна. вопросы. Мгм. Дальше. Вот у нас есть общая лента. Здесь можно сразу же опубликовать какой-то вопрос, пост или чего, что вам хочется в вашей душе. Если у вас есть доступ в эти мастер-классы, да, а мы вам эти теги расставим, вы когда зарегаетесь, мы вам эти теги все будем расставлять, то можно вот, например, именно там в коллекции определенной, кутюрной Ирландии, там прикладываете болеро, там, я вот тут не могу такой-то мотив связать, у меня вот тут проблема. Или Ну-ка, сделай там. да, Ну-ка, вот так. Это надо картинку, да, сначала вставить. да, Ты ну начните, нажала конечно, картинку, и ты болерошки. Ну ладно, можно я открылась, эту же картинку? Смотрите. ну, любую. Вот, кутюрная Ирландия. Вот тут выбираешь кутюрная Ирландия, и вот, все. Или проверьте, вот так, так, проверьте мою работу. Мгм. Сообщение. Все. Кутюрную Да, Ирландию, да? это улетело, вот тут Открой. даже написано несколько секунд назад, опубликовано в Кутюрной Ирландии. Можно сюда нажать, и вы попадете в это сообщение, либо нажать вот Кутюрную. сюда, в раздел Кутюрная Ага. Ирландия, и вот вы попали в этот раздел. Все. А Это я знаешь, частный как туда раздел. захожу? Да, как? А я захожу, открываю свою личную страничку, и там называется пространство. Да, или можно здесь, да. Пространство. Да, Ну, нажми на пространство, и вот там есть кутюрная Ирландия. да, Вот можно она. так. Все пути входа, как только тут, ну тут, например, есть возрождение, добавил. Мгм. Если, например, у вас нет в доступе, вы не покупали МК Возрождение, там какой-нибудь брюки, жилет, ну вообще никакой, то есть у вас только новичок и только будет этот, например, теплая Ирландия и кутюрная Ирландия, то у вас вот так вот тут будет такой замочек побольше, да, и типа просто это не будет в доступе. То есть вы можете подать заявление на то, чтобы в это пространство попроситься, но туда будут включены только те, кто этот мастер-класс проходит. То есть он его купил и так далее. Ну и внутри каждого урока будет сделан вот этот ну, вот эта кнопка «Практическое задание». То есть, как раньше у нас была? У нас была кнопка на мессенджер.
Помните, да? Отправить домашнее задание. Телеграм. Да, а сейчас будет практическое задание, да, отправить работу в курат. Все. И вы попадаете опять сюда же. То есть, что нужно запомнить? На стене мы оставляем домашнее задание. На стене, вот тут. Мы прикрепляем пост и даем домашнее задание. А в диалогах, в сообщениях, тут мы болтаем. Ну вот, все. Вот это все. Все, что нужно запомнить. Здесь больше болталки, здесь конкретно. Это на самом деле, я думаю, что очень даже будет удобно в пользовании другим мастерам. То есть представьте, вы прошли МК новичок, вы заходите в МК Болеро, и в чат, да, как это раньше было, например, в Телеграм заходишь, а там вот так много сообщений, много сообщений, много сообщений, и тебе надо найти там, ну, нужную тебе информацию. В чатах хорошо что там, например, есть такая функция, как медиа. Можно было посмотреть отдельно картинки, фотографии, которые были загружены в этот чат. Но, повторюсь, у нас нет миллиардов, чтобы создать свой Телеграм. Мы бы очень хотели, честно, для вас мы бы все создали. Мы создали то, что мы смогли создать в рамках наших маленьких ручек. И то, мне казалось, это вообще невозможно. И поэтому здесь именно на стене там будут больше сообщений, там будут именно домашняя работа, да, вот именно задания. Вот. Тут будет больше такого контента, где вы будете соприкасаться с этим через фотографии, вы будете видеть, например, там мастер выставил листочек, говорит, проверьте, и куратор ему отвечает, что типа вот посмотрите, обратите внимание, у вас там вот это, вот это. Например, даже вот ты так даже делала. Вот, да, например. Вы, Нет, Елена, да, там вот смотри, мне очень нравится, что вот здесь вот на одном, да, вот это, вот на одной фотографии, под этой фотографией несколько комментариев, и да, покуда вы не нажмешь кнопочку, ты не увидишь эти комментарии. То есть они все как бы вот, все по полочкам сложено. да, да, Поэтому то там есть больших, не таких будет, больших переписок нету, да, не будет пустых. такого мусора, да, ну, собственно говоря, типа слишком Да. много всего. Тут будет все очень как аккуратно, собрано, вот все вот по полочкам. Мне кажется, это прям классно, классно. Все будет вот, Да, вот. да. Посмотрите, какая красота. Вот эту красоту вы не увидите в социальных сетях в ближайшее время. Потом как-нибудь выставим и то, если выставим. А здесь будете видеть эту красоту. Есть еще у тебя вопросы? Может быть, есть у вас вопросы? Напишите в чате. Я еще, я еще сниму такие короткие видеообзоры. Даже хочу, наверное, помощи и вопросы. Я здесь, наверное, сделаю такой раздел целый по работе, или вот здесь как-то сделаю. Ну, короче, раздел по тому, как тут общаться. То есть абсолютно, ну, знаете, как бывают такие короткие инструкции, как добавить мне аватарку, да, и там типа просто будет видео о том, как добавить аватарку. Или, например, как мне написать пост, или там будет конкретное видео о том, где, как написать пост, на что лайкнуть, на что тыкнуть и так далее. То есть я хочу такие короткие видео, секунд на 20-30 вам заснять, смонтировать, озвученные, да, чтобы вы вот у вас есть конкретная боль, и вы не знаете, как ее решить, и вы пошли вот в этот раздел и нашли это короткое видео, посмотрели его, и понимаете, как это решить. Кстати, это еще не все, я еще презентацию хотела вам показать. Хорошо, мы ждем. Давай. Так. Мгм. Так. Сейчас. Ой, мне нужно тогда, наверное, себя выключить вот тут, чтобы я не повторялась. Так. Ой. Сейчас, подожди. А как открепить? Хм, так. Надеюсь, будет видно мой экран. А мой экран видно? Так.
Видно, Да, нет? да, видно, Анжелика, видно. Чуть-чуть осталось, мне очень хочется с вами поделиться. Заглянула сегодня, мы ведем такую для себя внутреннюю рубрику «Готовые изделия». Почему мне захотелось эту рубрику сделать публичной, да, чтобы всем показывать, какие изделия вообще вяжут мастера. И мы давно не делали такой вообще эфир, не рассказывали. Здесь я просто коротко хочу пролистать и показать, какие изделия примерно с декабря прошлого года, и это только 1/3 примерно изделий, которые мастера связали за это время. Потому что, повторюсь, если бы я сейчас вам все изделия показывала, то тут бы был эфир посвящен только этим изделиям. Смотрите, вообще какой шикарный кардиган такой, или как это называется, наверное, пончо какой-то, да? Курточка. Антонина Крайнова, между прочим, на заказ связала жакет. Это заказчица, собственно говоря. А, также. Ой, это, по-моему, Мексина. У меня тут, возможно, перепутано, да. Неля, кстати, сегодня выставили это болеро в наших социальных сетях как готовое изделие. Вот тут посмотрите, какой шедевр, посмотрите, как расположены все мотивы. Тут даже новые мотивы использованы. Ну, я в восторге. Это какое-то невероятное изделие. Очень красиво, прям хочется просто его рассматривать. Очень красиво. Воротничок мы, по-моему, для своей подруги вязала Елена. Мы даже сделали пост, я помню. Вот, Ирина связала. А, Ох, вот тут я хотела остановиться, потому что мы каждый раз, заполняя себе эту рубрику, ну, мы вели ее чисто для себя, чтобы я, знаете, иногда так захожу, листаю, думаю, боже, как хорошо. Типа, вот для этого я делаю свою работу, да, чтобы у мастеров все это получалось. Потому что, конечно, бывают трудные периоды, например, как сейчас, когда все блокируется, и достаточно сложно проживать такие моменты, когда твоя работа, которую ты там делал на протяжении 4 лет, просто стирается с этого мира. Ну вот, и, конечно, хочется находить смыслы для себя, находить новые вдохновения. И вот у меня была сегодня такая рубрика приятная времяпрепровождение, скопировать, просто показать вам, какие изделия созданы. И именно мастер Татьяна и ее комментарий, который она ставила. А комментарии на самом деле оставляют все, но комментарии достаточно бывают, ну, не сильно объемные. А здесь Татьяна оставила такой живой комментарий, который мне, ну вот, очень хочется именно этим комментарием с вами поделиться. Я сейчас его зачитаю. Ух. Здравствуйте. И в том числе, здравствуйте, спасибо. И в том числе за прекрасный мастер-класс, за возможность сотворить такое красивое изделие. Нитки были рекомендованы Раисой Петровной. На элементы пеликан Вита Катон, цвет 3981 на сеточку Канарис от Ярд Арт. Ярн Арт. Цвет 08. Увы, цвета, как ни подбирали, все же отличаются по оттенку, но в целом разница не сильно бросается в глаза. И заметно только на чешуйчатой сеточке. Мне, кстати, изделие очень понравилось, и даже нравится вот этот переход ниточек, это гениально. Татьяна, вы прям мастер. Количество элементов было связано по техзаданию для размера 46, включая и рукава. Сейчас болеро без рукавов, но элементы на них связаны есть, нужно доделать просто. На элементы ушло чуть больше 6 мотков. На сеточку, опять же, без рукавов, всего 2 мотка. Вязала крючком 0,9 и 0,75 соответственно. По времени все элементы были связаны где-то месяца за 3, с учетом, что что-то перевязывалось. Я умею вязать крючком достаточно уверенно, но опыт работы с тонкой нитью был малюсенький и вылился в 2 салфетки в далекие школьные годы. Поэтому какое-то время приноравливалась, подбирала удобные для себя крючки. Испытанием стали элементы с клоунзами. Именно их приходилось перевязывать. И все равно они не такие идеальные вышли, как у Рейс Петровны. Дело пошло на лад, когда поменяла крючок с кловера на тулип. У него прорезь под головкой более углубленная. И при протаскивании нити через навивы она не соскакивает.
А работа была оставлена из-за отсутствия манекена. На планшете я вообще не представляла, как соединить между собой элементы, чтобы были выпуклости и вогнутости. Хотя я умею работать с выкройками и шить, но не могла выстроить в голове эти моменты. В итоге приступила к сборке спустя почти полгода, когда купила манекен. В это время я вязала кофту из толстушки. Хочу сказать, что чат и обмен опытом, фото сделанных работ очень вдохновляют и подстегивают. Летом несколько мастеров стали выкладывать процесс работы сеточкой и уже готовых изделий, что это заставило ускориться. Очень сложно было поначалу держать крючок в непривычном положении, но, как сказали девочки в чате, понемногу, каждый день, как в любом деле, начнет получаться все лучше и лучше. Так оно и вышло. Из чешуйчатой и с нерегулярной где-то распускала и перевязывала, но с каждым днем объем заполненных пустот рос, потому что пришло понимание, что, как и куда. Приноровилась в технике и стала вязать быстрее. На сеточку тоже ушло около 3 месяцев, но если с учетом перевязов, то болеро было связано за год и 2 месяца. Честно признаюсь, я никогда так долго ни над чем не работала. Это не в моем характере. Мне нужен результат за кратчайшие в разумных пределах сроки. И только огромное желание сотворить такую красоту давало силы и вдохновение. Ни разу не было порыва забросить. Наоборот, я могла часами сидеть и вязать, да не менее в спине и ногах, до того, как в глазах не начнет двоиться. Это как медитация. Я за время вязания столько переслушала аудиокниг и подкастов, интервью и лекций. Я вязала дома, в ожидании детей с занятий, в электричке, на отдыхе. Это было чудесное время, и результат того стоил. Но я не могу с уверенностью сказать, что смогу ли еще раз совершить этот подвиг и когда. Нитки куплены были сразу на 2 болеро, но на вторые цвета пыльной розы ждут своего часа. Но я продолжаю вязать. Мне ближе Ирландия из толстой пряжи. Сейчас в работе что-то типа комбинированной дубленки из пряжи и короткого меха. Доделаю, обязательно отчитаюсь в чате. Толстушка. Еще раз огромное спасибо за ваш труд и то, что придумываете такие интересные, нетривиальные узоры. Я уже говорила, но повторю, что благодарна судьбе за знакомство с вашей студией и пусть заочным, но знакомством с удивительными женщинами, мастерами, которые очень добрые, открытые и талантливые. В нашем потоке были невероятные, классные и внимательные кураторы. Олеся в Болеро, Наталья в Толстушке. Мне вот эта еще фраза, особенно удивительными женщинами, мастерами, я понимаю, что это на самом деле про всех, кто притягивается в этот проект, про всех, кто вяжет. И ее комментарий, он прям, во-первых, это человек время потратил, чтобы прям написать такой длинный комментарий. Я не могла это не озвучить вслух. Татьяна, огромное вам спасибо. Именно для таких комментариев мы создаем свою работу. Потому что вот, когда ты читаешь и понимаешь, что это действительно не просто связанные изделия, это целая прожитая жизнь в определенном процессе, и ваши впечатления, ваши ощущения, они запечатлелись в этом изделии. Это изделие является отражением вашей жизни на тот отрезок времени. На днях я составляла список всех-всех-всех, кто у нас покупал мастер-классы, и мне нужно было создать как всех, кто сейчас список всех людей, чтобы расставить как раз вот те самые теги, о которых я, помните, вам сейчас рассказала, что мы присвоим вам эти теги, что вы покупали такой мастер-класс или такой мастер-класс. И я нашла старую табличку свою, которую я еще вела, по-моему, вот 22-23 год, и начала вот по ней проверять. И там я сверялась, да, есть этот человек на платформе, какие у него есть мастер-классы, сколько частей. Вот это все очень муторная, конечно, работа была, но я наткнулась на мастера Галину. И
там было написано, типа, что... Помните, еще мы раньше проводили такие опросники, типа, на каком этапе изделия вы сейчас находитесь, да, то есть, что вы сейчас вяжете, да, то есть, вы вяжете мотивы, вы вяжете уже сеточку, что вы вяжете, то есть, мы спрашивали, интересовались, чтобы понимать вообще, какой срок исполнения, срок изготовления, сколько, какие трудности, ну, то есть, такая обратная связь от того продукта, который мы все создали с вами, да. По сути, потому что каждый, кто задавал вопросы, они помогали сделать этот продукт лучше. И там был такой комментарий, что она не успела довязать, ей осталось привязать только рукава, там чуть-чуть доделать, жакет, потому что она умерла. То есть там было написано рак, вот все. Я вспомнила эту историю. А, Я тогда со всеми переписывалась. Я писала в личные сообщения, спрашивала, на каком вы этапе. И мне ответила не Галина, мне ответил ее муж. И он объяснил ситуацию, что, да, вот, а я не знал, как с вами связаться. Вот она вязала, но она не довязала. У меня есть манекен, у меня есть все ниточки, но тут немного осталось, и вообще вязала она и жакет не для себя, а для своей родственницы. А можете ли вы нам помочь, ну, как-то, чтобы это изделие доделать, да, чтобы родственница могла одеть этот жакет и ходить в нем? А, Жизнь конечна. И я помню, когда он пришел к нам на эфир, мы нашли для него человека, то есть он дал этот клич, да, мне нужна помощь, помогите. И мы нашли мастера Татьяна Реут, если вы тут или смотрите, спасибо вам большое. Она тут же отозвалась, и это было сделано в кратчайшие сроки. То есть там, не знаю, наверное, может, неделька. И мы сделали так, мы его связали с тем мастером, который живет в этом же городе. И она завершила изделие за мастера, которого уже не было. И родственница смогла получить завершенное изделие, да, такую частичку человека. И я, конечно, говорю, что это уже проект не только про меня и маму. Вот когда, простите, когда происходят такие истории, когда мы объединяемся в трудное время, когда мы помогаем друг другу, вот тут я прям вижу вот эту, не знаю, магию связей, магию того, что на самом деле для человека нужен всегда человек. И вот эти социальные сети, которые у нас были, и нас объединяли, и мы могли друг друга найти, подписаться, а, на самом деле очень классный инструмент. Я понимаю, что он расширяет рамки возможностей. И те люди, которые, возможно, хотели всегда там обучиться чему-то, научиться вязать или ну, вот создавать такие изделия, но не имели такой возможности, потому что рядом не было людей, которые вязали, не было людей, которые бы объяснили. И благодаря социальным сетям, по сути, мы друг друга с вами и нашли. То есть, если бы не вот эта цепочка людей, которые стала приходить на мастер-классы, эти мастер-классы бы не развивались, да, эти мастер-классы бы не проходили мастерицы, не вязали. То есть, если бы не было вот этого желания объединиться друг с другом и научиться, потому что я поименно помню весь первый поток, который пришел на МК Жакет. Это был самый первый поток. Я помню, кто написал первый, я помню, кто написал второй, я помню, кто написал третий и так далее. Эти люди сейчас стали частью нашей жизни с Раисой. Многих мы видели вживую, с многими мы пили чай, сидя на кухне, болтали и обменивались какими-то историями. И даже вот в такой трагичной ситуации, но очень естественной, мы все смертны, да, мы тоже смогли в этом проекте объединиться и помочь тогда ее мужу сохранить память о Галине. И я понимаю, что для меня в тот момент это была просто вот какая-то такая строчка в табличке. Мне нужно было просто это все машинально переключать, переносить информацию.
Но я себя словила на ощущениях, что это не просто строчка, да. Это не просто какое-то предложение. ам, Это целая история, где мастера протянули руку помощи и помогли просто друг друга. Даже если мы вживую ни разу не виделись, мы смогли по цепочке создать что-то хорошее. У меня эта история ассоциируется, конечно, и со слезами, но по большей части с какими-то приятными воспоминаниями, что мы можем быть вместе, мы можем друг друга найти. Сейчас мы стараемся делать все возможное, чтобы организовать такое общее пространство, общий дом, чтобы мы точно больше никогда не терялись. И у нас была точка схода, где мы будем все вместе. Я призываю вас, пожалуйста, заполняйте свои профили, пишите о себе какую-то информацию, чтобы было просто даже интереснее за вами следить, на вас подписаться, смотреть за вашими успехами. И наполнять наш дом, потому что каждая, кто зарегистрировалась на этой площадке, это наш член семьи творческий, такой творческой семьи. Вот. Это тот комментарий, который мне бы хотелось вам под конец эфира озвучить. Так, есть вопрос, сейчас его зачитаем. Через какое время вы перебросите все МК из Телеграм? Так, смотрите, у нас в Телеграме нет мастер-классов, это важно, они есть в других площадках. То есть я надеюсь, что но у нас есть общение в Телеграме, но если у вас сейчас Телеграм недоступен, регистрируйтесь на пространстве нашей, на платформе, стучитесь в мастерскую, и там уже будет общение точно. За какое время? В течение месяца. Потом в Телеграме невозможно будет посмотреть материалы МК. Я не все PDF скопировала. На новой платформе возможно будет копировать PDF и распечатать. Конечно, можно будет и открыть внутри пространства, если, например, вы не хотите скачивать и только вот хотите внутри там посмотреть его. Также можно будет и скачать PDF. Оно сохранится либо на телефон, если вы с телефона сидите, либо на компьютер, и вы также берете его просто и печатаете, как обычный файл на флешку или сразу там в принтер. То есть за это, пожалуйста, вообще не беспокойтесь, Наталья. И мы тут все абсолютно так же повторим, как и было, только здесь мы еще хотим объединить, да, то есть момент общения, момент ведения таких небольших страничек, и вот, в общем, все в одном месте, что было, и мы больше вот друг друга не теряли, что не все вот так разбросано где-то там, где-то там. Постараемся максимально вот все в одном пространстве. Мы сейчас а, вообще не спим практически, потому что мы целыми днями готовим эти мастер-классы. Благо, я не одна. Раньше, когда я создавала подобную платформу, у меня на один мастер-класс уходило 2 месяца. Сейчас время гораздо быстрее это все делается, но, наверное, где-то неделька на каждый мастер-класс она все-таки нужна. Я думаю, примерно так. Ну и надеюсь, что к лету мы уже все перенесем. Мы будем всех оповещать еще раз. Но, пожалуйста, если вы уже там, зарегистрируйтесь, сделайте описание и так далее. Потому что мы даже вот в Тильде везде сделаем объявление о том, что это площадки будут закрываться. Нам нет выгоды держать и эти площадки, и эти площадки, и эти площадки. Нам надо, чтобы вы все были в одном месте. Во-первых, это просто удобно будет для всех нас находиться в одном месте. Вот, а все другие площадки, я думаю, что мы будем летом закрывать, убирать оттуда все материалы и не будем их больше оплачивать. Поэтому, если что, пожалуйста, чуть проверяйте свою почту. Мы там всегда пишем сообщения, будем чаще теперь общаться через почту, делать рассылки, чтобы вы нас не потеряли. Вот. Спасибо большое, что пришли на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. Давайте не терять друг друга, давайте подписываться где только возможно, но прежде всего регистрируйтесь, пожалуйста, на платформе, заполняйте свои профили, и там мы всегда будем с вами на связи. Спасибо большое. Анжелика, а можно еще один вопрос? Давай. А скажи мне, пожалуйста, я знаю, что запланировано марафон по жилетке, а где он будет проходить?
Это как И раз как тоже. будет, и как будет рассылка? Где они будет рассылка? Она будет на почте? Слушай, Приглашение? я думаю, что в принципе все общение лучше сейчас переводить в почту, потому что это самое надежное, что есть на данный момент. Ну, то есть, согласитесь, сейчас многие мессенджеры заблочены. У кого-то, например, нет возможности поставить те мессенджеры, которые разрешены, потому что у нас очень большая часть аудитории за рубежом живет. Они даже не установят этот там отечественный какой-нибудь мессенджер и так далее. Ничего. То есть, понимаете, нам надо. Наша была задача создать пространство, где вот все в одном месте будут, и там будет комфортно абсолютно всем, и тем, кто за рубежом, и тем, кто здесь, в России, например, находится. Я думаю, что мы сейчас переходим на формат рассылок по почте. То есть, пожалуйста, По включайте почте. уведомления, да, на почту, чтобы у вас было уведомление, чтобы вы А не вот получали марафон сообщения. будет проходить на площадке? Ох, мам, знаешь, честно, я пока не знаю, потому что сегодня мы просто поняли уже, что нужно делать какой-то запуск. То есть мы с вами честны. а, Все вот эти сейчас вложения, это очень дорого. И нам просто элементарно нужно уже как-то зарабатывать деньги, иначе наш бизнес просто закроется. Как вот 800 тысяч ИП закрылось в конце 25 года. Наша ИП тоже может закрыться, собственно говоря, если мы просто не будем проводить марафоны, если вы не будете покупать какие-то новые там мастер-классы, проходить мастер-классы. Да, то есть мы даже не сможем содержать и эту площадку. Поэтому, пожалуйста, заказывайте манекены, проходите мастер-классы. Сейчас ваша покупка как никогда нужна нам, чтобы просто этот проект жил, существовал и развивался дальше. Поэтому я сегодня поняла, что нам нужно уже проводить этот марафон. Я думаю, что уже на следующей неделе надо его проводить. М, И пока я еще не придумала, как и в каком формате. Но мне бы хотелось это уже сделать на площадке. Я пока просто пытаюсь Мне бы понять, тоже. как это сделать. Потому что мы же до этого пользовались телеграм-ботами. А сейчас я не знаю, возможно, эти телеграм-боты вообще запрещены, и вообще нельзя там делать рекламу. То есть законы, которые трактуются ФАСом, они настолько какие-то непонятные, если честно. То есть не очень хочется влететь в большой штраф за то, что ты просто выставил пост, ну, то есть там где-то, или прорекламируешь, потому что такие же инциденты уже есть. И я понятия не имею, как делать рекламу теперь. Потому что у нас нету тех площадок официальных, где много аудитории. У нас вообще сейчас есть только те площадки, которых нет. Вернее, есть большая аудитория, но они все запрещены. Там нигде нельзя делать рекламу. Вот как так? Понимаете? То есть, а надо как-то малому бизнесу развиваться, а надо нам как-то эту выставку провести за рубежом. Еще вот. То есть это на самом деле очень сложная задача. Я не знаю, как мы справимся, если честно. Поэтому я надеюсь, что мы это сделаем на площадке. Я пока вот думаю, может быть, это будет формат вот этого пространства. Мы его создадим, и там, например, выложим прям уроки. Можно будет там в комментариях общаться, и также создадим вот этот чат. Почему бы нет? Но опять же, я не знаю, какое количество желающих придет. Но это мастер-класс классный. Вот мне он нравится, он на самом деле получится достаточно бюджетным по сравнению с болеро и жакетом даже. Мы хотим сделать цену меньше, и он будет рассчитан на 5 частей. И можно будет вот такую классную Мне, жилетку связать. мне нравится эта жилетка. Во-первых, когда Олеся ее сделала выкладку, во-первых, она сделала несколько сеточек. И вот на основе даже вот этой жилетки, да, когда вот сейчас вот я вижу кардиган, я понимаю, что он очень сложный Мгм. для тех, у кого еще нету подготовки. Поэтому подготовка на хлопковые ниточки – это просто замечательная Мгм. идея, что мы сейчас делаем жилетку. Это маленькое изделие, которое можно связать быстро, но при этом мы все моменты здесь учтем. То есть здесь можно попробовать эту низкую сеточку, можно Нерегулярная. нерегулярную чешуйчатую. То есть вот эти вот моменты попробовать элементы
из Возрождения. И, ну, просто очень красивая сама по себе получилась у Олеси жилетка. Мне она, ну, безумно понравилась. И вот я когда вяжу кардиган шерстяной, я понимаю, что я прыгнула через 2 ступеньки, и вот эта вот ступенька, жилетка, она Нужно. очень необходима для кардигана. Просто очень необходима. Поэтому я вот волнуюсь и жду запуск именно жилетки для того, чтобы потом можно было дальше расти вот в своем мастерстве вместе с вами. Поэтому очень хочу, вот чтобы был вот этот запуск. Я с удовольствием даже хочу пойти, что это будет бесплатный марафон, потому что я очень хочу, чтобы вы себя почувствовали вот в этих элементах. Сможете вы или нет, то есть вот, вот это удовольствие получить от нового вот такого вязания. Это абсолютно новое вязание. Если вы видите, что она связана на тех элементах, которые я когда-то придумала. А придумала я их начала придумывать в 2021 году. Поэтому смотрите, сколько прошло времени. И 23, в двадцать только втором. да, ну, в 21-м я помню, что... Да, в Это в 22-м, да, 21-м вы да, болеро доделали, в начале да, 22-го а в 22-м, да, да, поток да, открылся творческий, да, там, где да, было не да, я остановить. хотела чем-то, да, чем-то перекрыть все эти ужасы, хотела что-то придумать красивое, чтобы вот, ну, хотя бы как-то так Да, вот заглушить. это то, с чего я начала этот эфир. Ты, я не знаю, ты можешь включить камеру? Хочется на тебя, конечно, смотреть. А, Да, да, Ты да. проживаешь, я заметила просто вот, да, по твоей жизни, что ты проживаешь творческие, ну, кризисы, прям сильные, тотально сильные кризисы своей жизни через творчество. Это твоя опора самоидентичности, потому что это то, где ты имеешь вот эту власть и контроль над каким-то процессом, потому что ты его создаешь. И, конечно, когда человек в тревоге, надо вот лучше где-то искать эту опору, да, на что опереться. И вот я вижу, что ты любой кризис, ты сразу в творчество. Там сразу мама там забыла чайник Ну да, выключить, что он делает? Она там вяжет. Она творит, у нее там поток, ее нельзя останавливать, ее только возможно вот так вот чуть-чуть мягенько направлять. Чуть-чуть совсем. Туда пойдем. Кстати, как тебе этот воротничок? Видишь? э, мне очень нравится твой воротничок, вообще настолько элегантный и очень красивый. Да. Просто вообще супер. Мне очень нравится вообще наш союз, потому что ваши замечательные, талантливые такие вот ручки, которые создали такую платформу для того, чтобы мы со своим багажом Да, могли именно на этой площадке, да, там вот же так вырасти в написано, что костюме. это объединение места, где встречаются традиции, да, и новаторство. Вот оно объединение. Еще я сегодня, когда готовилась к эфиру, ну так, это последнее, что я, наверное, скажу, давай уже завершать, а то он очень долгий получился. Ам, Обычно я же надеваю на себя кружево какое-то, да, то есть, например, там болеро, жилетку, да, что-то такое масштабное. А у меня кружево, оно всегда ассоциируется с таким праздником, да, вот торжество, красота. А тут я хотела сегодня вроде как болеро, и когда начала уже одеваться, я поняла, что ну я вообще не чувствую себя на болеро сейчас. Потому что внутренняя такая тревога, стресс пережитый, все вот эти изменения. Но оставить чуточку красоты на себе мне очень захотелось. Поэтому такой, как акцент, маленький акцент, да, кружевной, про то, что все равно частичка
Ирины на мне сейчас есть. Ира, спасибо большое. Я думаю, что ты будешь смотреть это в записи, я уверена. И тут хочется все равно себе оставить что-то хорошее. Мой буддийский учитель как-то сказал, вот мы всегда, когда друг друга успокаиваем, мы говорим, все будет хорошо, все будет хорошо. Но при этом мы не даем гарантий. То есть никто не дает гарантии, что все будет хорошо, потому что на самом деле никто не знает, что все будет хорошо. И это не про то, что я гарантирую, что будет хорошо. Это про то, что я гарантирую, что мы найдем что-то хорошее, даже в чем-то темном, да, в темные времена, в сложные времена, в трудные времена. Мы найдем что-то хорошее. И вот для меня сейчас сегодня этот воротничок такой светленький, на таком зеленой рубашке, да, как ощущение вот вроде что такое темное, состояние темное, ощущение темное, но вот это светлое пятно, оно все равно есть. И вот на него будем ориентироваться и идти маленькими шажочками, как сегодня Татьяна писала, и что ее все девочки поддерживали, и она вообще не верила, что у нее все это получится. Ну, мало-помалу, шаг за шагом, по чуть-чуть, и изделие было связано. Подвиг был совершен. И сама даже не заметила, как она этот подвиг решилась, как она это сделала. И вот абсолютно так вся наша работа, вся наша жизнь по маленьким шажочкам. И огромная вам благодарность, что вы стали частью этого проекта. Он бы не развивался, да, если бы на него не обратили внимания. И сегодня, когда она написала вот эту фразу «удивительные женщины, добрые, светлые», я понимаю, что это же ее отражение тоже. Она бы этого не увидела, если бы в ней этого не было. И как я вижу, что сюда и притягиваются как магнитики именно те женщины, которые в этом видят красоту и понимают, что красота спасет мир. И ты как вот в этой сказке про лебедей, те рубашки, да, сидишь и вяжешь, и вяжешь, и вяжешь. Да, да, да. Меня вот, когда меня спрашивают, как у вас дела, я говорю, как в сказке. Как Мы сказать. вяжем красоту для того, чтобы успеть сделать побольше и накинуть эту связанную красоту, и чтобы побольше спасти людей. Потому что то, что мы делаем, это мы сами. И сохранить себя можно только в красоте. Поэтому присоединяйтесь, вяжите красоту, и для того, чтобы вы сами себя сохранили. Потому что время сумасшедшее, и сохранить себя можно только красотой внутри себя. То, что внутри, то и наружу. Вот. Да, Чтобы вокруг было все тепленько и хорошо, и красиво. да. Классно. Завершаем. Спасибо большое Завершаем. всем, кто пришел на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. Помните, все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Пожалуйста, берегите себя. До свидания. До свидания.